Привет, друзья, привет! Сегодня у меня понедельник, и сегодняшний стрим посвящен фликеру в большей степени, но также мы поговорим о лучших камерах, которые были сделаны в Советском Союзе, поговорим о разном, поговорим о том, что такое зимний штатив и как он должен выглядеть, да? Ну и затронем какие-то вопросы, которые у вас появятся по каналу, поговорим о тех нуждах, которые фотографам интересно. Ну и поговорим про камеры. Кто интересуется Фавионом, Фавионыч знает, поэтому поговорим об этом тоже. И прежде всего я хочу вам сказать, что я сейчас поставил старую версию на компьютер, поэтому сейчас мне удалось подключить камеру, запустить, но мне нужно все равно, чтобы вы написали в комментариях, насколько хорош звук, потому что, несмотря на то, что внешний микрофон подключен, я сейчас попробую это проверить на внешнем устройстве, что у нас там сейчас получится. Ну, жду от вас комментариев. Ну, понятно, что все работают, но я думаю, что все равно мы должны проверить это. Я думаю, что все равно мы должны проверить. Так, звук. Сейчас я проверю. У меня тут чай. Сейчас проверим поближе. Микрофон поставлю. Еще ничего. Раз, два, три. Раз, два, три. Как так слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Как так слышно? Ну, вроде он работает. Я настройки особо не делал. Запустился я с родного приложения, друзья. Родное приложение YouTube. Поэтому сегодня мы стримим не с ABS. ABS у меня не встает на эту систему. Но зато компьютер, я тут его почистил, поменял. У меня сдохла оперативная, я говорю, SSD сдох. Впервые за, сколько там, 9 лет компьютер, этот ноутбук. Поэтому сдохла она. Я ее поставил, накатил новую операционку, процессор смазал, поставил пасту. Ну и, соответственно, теперь не встает на эту систему. А здесь стоит операционка пустыня. Подскажите в комментариях, на которой Лас-Вегас стоит. Маджави, как она называется. В общем, так. Значит, основной тема, конечно, фликер. И сегодня я решил начать это почему? Потому что у меня сегодня работа зашла во фликер на 31-й позиции, можете посмотреть в Explorer. Это вторая работа, которую я сделал, попала в Explorer в этом году. У меня 18 числа заканчивается про-версия аккаунта, поэтому кто хочет поддержать канал, может зайти по ссылке в описании ролика. Там есть ссылка на Donation Alerts, может мне помочь собрать деньги на про-аккаунт во фликере. Это порядка $80, ну, в районе 5000 с чем-то рублей. Какие преимущества дает про аккаунт, я рассказывал в своих предыдущих видео. Сегодня, видите, Фавионыча нет. Вместо Фавионыча у нас сегодня вот такое вот чудо. Я про него чуть попозже расскажу. Мы поговорим сегодня о пленочной фотографии. Я расскажу вам о тенденциях 2023 года во Flickr, что изменилось, что добавилось, что улучшилось, что ухудшилось. Поэтому, если кому-то интересно, пишите свои вопросы. Я вижу, что русскоязычный Flickr достаточно обширный. Более того, русскоязычный Flickr стал сейчас... участники русскоязычного заходить на первые позиции. Это и Дрон, и несколько других игроков, хотел сказать, фотографов. Поэтому я думаю, что будет вам интересно. И смотреть всевозможные стримы. Вот Фотодрон вчера провел стрим. До этого были тоже стримы. Люди спрашивали у Курочкина, у Ильи, какие использовать ресурсы для сохранения фотографий, для того, чтобы заказчикам показывать или для того, чтобы продавать фотографии. Ну и почему-то большинство людей слышали только про 500px и всевозможные фотостоки. Также упомянули Яндекс, который ужасного качества при сжатии, смотреть там нечего по качеству. Я, друзья, открывал канал во многом благодаря тому, что открыл для себя Flickr. Опять-таки, история была такова, что один из моих подписчиков в Фейсбуке, в запрещенной организации сейчас Мета, указал мне, что есть такая площадка, почему-то там не хочешь, там качество выше. До сих пор он там присутствует, правда, уже так, в маленьком количестве подписчиков.
Но, тем не менее, я эту площадку начал изучать, обнаружил, что на русскоязычном пространстве про нее ничего вообще нету, ни как работать, ни что делать, как настраивать. Могу сказать, что это было в 2017 году, считайте, 5 лет или сколько, 6 лет прошло. Во многом изменилось, благодаря в том числе моим усилиям, потому что то, что я исследовал, обнаруживал, алгоритмы, уже пришел к какому-то выводу. Об этом могут подтвердить и Сергей, и Владимир, и Павел, и Алексей, и много других людей, с которыми я познакомился, которые так или иначе пришли потом во Flickr. Адепты, людей, которые не хотят что-то делать, да, они говорят, что всего 1000 фотографий, сколько вам надо? 1 миллион, друзья, фотографий. Вы начните хотя бы с 1000, вы сделаете 1000 фотографий. У меня вот лежат там 3 коробочки, да, с пленок, которые я сделал там с 84 по там 90 год, да, где-то примерно, на 6 лет. Ну, считайте там, сколько там, 30 на 3, 100 пленок, да, 100 пленок в каждой там 30, да, даже если 30 кадров, да, 100 там, сколько посчитать, 3000, да, меньше даже фотографий. И при том, что из них там выбрать можно, я думаю, что десятка-два. Поэтому что такое набрать 1000 фотографий? Ну, вы сами можете выбрать, как на это реагировать. Но для того, чтобы вас подстегнуть как-то, я могу сказать, что можете зайти в топы фотографов, о которых я рассказывал, какие есть топы во Фликере, и посмотреть, например, что многие из них не имеют про-аккаунта, тем не менее у них там фотографий может быть 50, может быть 60, может быть 100 всего, но при этом они топы, то есть у них десятки тысяч подписчиков. Кстати, одна из новостей, которую, я думаю, что вам будет интересно, один из основателей сообщества именно Flickr, Дэвид Крахт, который раньше считали, что это виртуальный человек, который добавлял во Flickr, буквально на прошлой неделе, после того, как он раз в год выкладывал фотографии, потом на пару лет пропал, он регулярно выкладывает работы. И он стал выкладывать работы практически каждый день. Я, честно говоря, был в шоке, потому что его все знают. До того, как Flickr Explorer лента была такая очень странная, Дэвид Крахт лично приглашал, и многие возражали, вот это машина, это персонаж, или это живой человек, и там до сих пор споры идут, но тем не менее, вот сейчас мы видим, что это живой человек, что это так или иначе человек, который один из основателей сообщества Flickr, речь про то, что сообщество фотографов, кроме того, что есть ВКонтакте, есть, возможно, 500px, есть там метовские всякие изделия, которые я расстался с прошлого года в январе, да, по своим причинам, потому что я понял, что это, мне это не дает ничего абсолютно. Flickr – это лучшая площадка. И в плане токсичности, что там токсичность полностью отсутствует. Для примера могу сказать, что было у меня всего, там, может быть, максимум за эти годы, за 5 лет, 2 или 3 случая, когда кто-то там плохо что-то обо мне написал. И то это было, один случай был сразу после начала СВО, когда я написал комментарий хорошей благодарности Flickr, пригласил, и привет из Питера, да, и мне написали гневные комментарии из Украины. Соответственно, как реагировать на таких людей? Ну, понятно, что есть люди, да, человеки, а есть как бы существа, я их называю такие. Так вот, тут же бан, тут же жалобы и все. Этого человека я теперь не вижу. Поэтому во Flickr безопасность, в отличие от других площадок, она стопроцентная. То есть, если вам что-то не понравилось, вы можете его поставить в блог, и вы никогда уже ничего не увидите, что он выкладывает. Он никогда ничего не напишет. Максимум, что вы, может быть, если даже обнаружите какую-то работу в Explore его, да, но он точно уже ничего не сможет написать. Ни вам, ни кому-либо другому. Плюс он получит жалобу, соответственно, его рейтинг резко попадет на плинтус. Поэтому Flickr – это дружелюбное, дружелюбное сообщество, поэтому настоятельно рекомендую. Что же касается трендов, да, я обещал вам поговорить. Задавайте свои вопросы, друзья, по фотографии, по тем жанрам. В первую очередь, кто смотрел мои ролики, я благодарен людям, которые подписчики, которых у меня появилось достаточно много с момента этого начала года, да, благодаря и шортсам, которые расширили мою аудиторию, и благодаря переходам, плюс
Теперь вы знаете, что у каждого есть никнейм на YouTube, соответственно, он тоже ранжируется. И вот я сегодня обнаружил очень интересную вещь. Оказывается, никнейм теперь, когда вы делаете ссылку, например, ваших роликов на тот же Flickr или на другие платформы, он этот никнейм сам добавляет. То есть я захожу, у меня тег стоит. Я думаю, ну, ребята, кто-то подсуетился и поставили мой тег. Сами добавили в мой тег в мои работы. А потом я начинаю смотреть, и ссылки, которые я прикреплял к описанию, а я рассказывал вам, как продвигаться во Flickr, что сделать описание достаточно. Теги не обязательны. Теги упрощают поиск, кто целенаправленно что-то ищет. А описание, оно реально продвигает. И вот можете зайти в 31-ю позицию сегодняшнего Flickr Explore, найдете там мою работу без проблем, она вверху там. И увидите, какое описание. Оно англоязычное, русскоязычное, ну и плюс там ссылка на ролик, как это снималось, короткое видео. И самое удивительное, что когда эта ссылка открываете, смотрите ее, она на самом деле, я вам сейчас покажу, как она выглядит. АБС не работает, я вам показывать буду сегодня по старинке, древним способом. И эта ссылка выглядит следующим образом. Сейчас, вот эта работа. Вы помните, кто смотрел мой ролик, да, это в сильный буран, около 25 метров в секунду ветер. Я это нашел на карте Map Google, что будет этот сильный буран. Он начался, я уже посмотрел пик его в 2 или в 3 часа. Как раз вот этот пик я дошел, успел до этого места, зашел на эти лестницы и искал. Людей практически никого не было, поэтому буран был сильный. Но девушка вышла, я успел это все сфотографировать. Сегодня она в Explorer. Explorer обновляется в 7 утра, лента Explore. Это 500 лучших работ со всего мира, кто не знает, что это такое. Попадание в Explore гарантирует вам сразу набор подписчиков и дальнейшее продвижение во Flickr. Ну, об этом я рассказывал, множество роликов записывал. Так вот, ну, сейчас вот я обновлю, там 1900, какие там 1900, там уже 2 с чем-то. Там уже 2 с чем-то тысячи. Вот как выглядит лента сообщений Flickr каждый день, да. Ну вот вы можете настроить. Я на планшете это использую, можете на телефоне. 2600 она набрала уже. Ну, прошло сейчас 11 часов, сколько там, 4 часа прошло, да. Ну, я думаю, что она к завтрашнему утру там 15 тысяч, 20 тысяч наберет, я думаю. 140 отметили уже и 16 комментариев. Так вот, описание, когда я делал описание, ну, я вам там по старинке буду сегодня показывать, друзья, пишите в комментариях, может, кому-то не понравится. Но камера хорошая, поэтому я думаю, что покажет. Описание, ссылка на карту, здесь Xkif, можно посмотреть, чем это снято, при каких условиях. Дальше описание русский, английский. И дальше вот здесь вот ссылочка, видите, вот на ролик, видите? И самое удивительное, видите, что там написано, вот этот Фавионыч, флэш, слэш и Фавионыч. То есть он сам добавляет теперь канал, название вашего, именно он ранжируется. То есть я об этом рассказывал, что еще в 2018 году, когда был сбой глобальный в Google, это на самом деле не сбой, это было объединение поисковых систем. И с того момента Google уже стал видеть другие соцсети. Ну и, соответственно, в 2019-2020 я это полностью уже расписывал, рассказывал вам, как это уже интегрировалось все. И, собственно говоря, если вы проявляете какую-то активность в своей работе, в своем хобби или в своем участии не только в соцсетях, но и в каких-то поисковых режимах, все это отображается на поисковых машинах и ранжирует ваш и социальный рейтинг, и все остальное. Так вот, режим стал работать, и теперь вот на данный момент, если вы добавляете ссылку на ваш канал или на ваш профиль, где у вас там есть какие-то другие соцсети, она здесь появляется. И вот здесь внизу, на самом деле здесь была Фавионыч, я сейчас ее удалил, но она на самом деле там тоже была. Можно, в принципе, сейчас ее добавить, заодно увидеть, что получится. Это недолго сделать. Флэш, слэш. Добавляем, можно Так, вот она. И вот теперь в тегах есть еще и Фавионыч. Вот самый верхний тег. Если посмотреть, ну вот видно, да, камера хорошо работает. И, кстати, да, по поводу, кто хочет делать в ВБС, не в ВБС, а просто в обычной студии, я сегодня трансляцию запустил в обычной студии. Поэтому мне было интересно поэкспериментировать. Ну, если не соберу на
Pro аккаунт в этом году или там на следующий год, то мы будем проводить эксперимент без Pro аккаунта поведения моей страницы во Flickr. Давайте немножко отвлечемся. Пишите комментарии, друзья. Я жду от вас комментарии, потому что мне интересна всегда обратная связь. Ради, в принципе, этого все это затеяно было, как говорится. Давайте я напишу первый комментарий. Comment. Come on, everybody. Так вот, что еще интересного произошло? Ну, во-первых, сегодня я угодил в ленте Explore сегодняшней огромное количество птичников. То есть понедельник на самом деле самый неудачный день для того, чтобы попасть в ленту Explore. Почему? Потому что активность маленькая. Самое лучшее время – это, конечно, пятница, суббота, воскресенье. Это выходные дни, когда и в Америке, и в Азии везде все как бы отдыхает, как говорится. Но вот я вам покажу сейчас ленту Explore, как она выглядит, чтобы посмотрели на мобильном устройстве, да, что это действительно очень удобно, приложение великолепное. Вот так это выглядит. Вот. Сегодня, видите, птичники. Мне не повезло, я сегодня попал в ленту с птичниками. И вот все позиции, птицы. Понятно, что там кто известный фотограф наверху, вот Карум со мной вместе сегодня. Я про него рассказывал, про этого совершенно фантастического фотографа. И вот дальше небольшая пауза, черно-белых несколько, потом опять эти птицы, животные. В общем, не повезло мне сегодня. Ну вот дальше фотография Солнца, нового спутника, дальше птички. Ну вот здесь вот ваш поклонный слуга где-то тут он. Где-то тут он есть после этих опять хорьков, хорьки. Ну вот видите тут. И вот тут моя работа. Вот она. Так вот, что касается Flickr. Какие тренды еще? Пленочная фотография, конечно, остается в приоритете. Более того, сейчас очень интересный такой тренд – это делать, не имитировать пленку, да, как раньше было. Сейчас это уже алгоритмы Flickr научились распознавать не только типы устройств, как снято, да, но вы знаете, что метаданные сохраняют все. То есть можно любую камеру отличить даже без наличия как бы XHIF, он отличает, потому что у каждой матрицы свой рисунок. Так вот, алгоритмы научились не только различать рисунки разных камер, но и научились отличать не только компьютерную графику совершенную от фотографий, но и подделки под камеры, фотографии, которые сделаны пленочными камерами, от настоящих. И вот сегодня, например, мне понравилась работа, которая по поводу трендов, которая сделана на широкую пленку, 5 на 7 дюймов, это большая, это Vista 45, Сергей, кстати, вот кто меня смотрит, наверняка понимает, о чем речь, Vista очень много хотят купить, она популярная. Фотография меня заинтересовала тем, что оставляются рамки при скане, специально это оставляется, вот она, эта работа, я вам покажу ее сейчас, видите, такие рамочки по краям, на которых можно даже прочитать лазером сделано название самой пленки. Но поразило меня другое, поразило меня то, что даже совершенные сканеры, которые современные есть, и высококачественный слайд, или негатив, который здесь сделан, совершенно фантастическая картинка, но уже не конкурирует, друзья, не только среднеформатными цифровыми камерами, но обычными даже full frame, даже кропами. Почему это так? Потому что все уперлось, как я и говорил, в качество пленки. Современные матрицы, они уже достигли такого уровня по динамическому диапазону, и об этом уже говорит и профессор Савельев, и другие фотографы, что уже пленочной фотографией занимаются только энтузиасты. Но есть один сегмент, в котором пленочная фотография до сих пор популярна и которой хотят люди заниматься. Это, конечно же, та возможность, то, что огромное количество пленочных камер, абсолютно доступных, даже из самых верхних сегментов, из ролеев, из Hasselblad'ов, даже средние форматы, медиум, стали доступны. Я вам сейчас расскажу историю вот этой очень интересной камеры. Вы знаете, что я долгое время снимал на пленку,
и периодически иногда это тоже делаю, и рассказываю о каких-то камерах, которые сильно меня впечатлили. В 80-е годы я начинал снимать со смены 8М, потом у меня появилась смена Символ, которая намного лучше по качеству. Если у кого-то есть ее аналоги, кстати, вот буквально там в соседней комнате лежит Вилиавто, если вы подождете и напишите какой-то комментарий, я принесу вам и покажу ее тоже, если хотите. Но пока можете полюбоваться, посмотреть на вот это чудо-юдо. Сейчас я принесу. Так, я пришел. Я здесь. Я тута. Анюта, я тута. Так, я тута. Так вот, смена Символ, которая попала тоже в книгу, в ней поднимались на Эльбрус, потому что эта камера работает при очень низких температурах. Благодаря чему? Благодаря тому то же самому, что есть и в Сигме. Центральный затвор, друзья. Есть аналог, который выпускался на белорусском заводе. Он дороже значительно, чем смена Символ. Сейчас на вторичке на них тоже ценники поднялись. Эту камеру мне подарила моя знакомая хорошая. Это уникальная совершенно вещь. Это шкальная камера, но при этом с экспонометром. Это Вилиавто. Делалась она в Беларуси. Стоила она, это 79-го года, по-моему, 45 рублей. Короче, она стоила ползенита. Значит, здесь сверхяркий видоискатель, о которых я рассказывал, зеркальный. Очень-очень яркий видоискатель со шкалой, и, соответственно, в этой шкале, видно так же, как в немецких камерах, о которых я рассказывал, Zeiss, в некоторых камерах видно экспозицию. То есть можно видеть стрелочки, вот экспонометр здесь абсолютно живой, работает. Вот сейчас, на данный момент, сейчас я поставлю, ну, например, 130 чувствительность, и у меня сейчас он показывает 60 на 5,6. Сейчас я поставлю 250. Ну, мне покажет 8 на 125. То есть все работает, все живое. 35-миллиметровая камера с центральным затвором, с очень удобным курковым спуском. Она в руке лежит, вот этими пальцами очень удобно вводить. Ничего не мешает, ничего не заслоняет. Великолепно работает. Все шикарно, соответственно. Отдельно можно ставить, принудительно ставить диафрагму, если кому-то нужно, вручную. Вот здесь вот шкалы. Или поставить автоматический режим, почему она называется авто. Нажимаете, все, она сама экспозицию создает. Вообще делать ничего не нужно, как в современных камерах зеленый режим. Так вот, друзья, после того, как после этих камер я уже какие-то стал делать работы, меня заметили в школе, соответственно, мне после того, как я выиграл конкурс, подарили «Зенит». «Зенит» у меня пробовал меньше полугода, потек там объектив, что-то там, все стало трясучее, то есть объектив великолепный Гелиос, но механика и съемки с рук на длинных выдержках, там 1,15, 1,8, практически невозможно снимать. Бой зеркала и вибрации таковы, что эта камера абсолютно непригодна для того, что я любил, как бы, какие-то подвижные вещи, в том числе и стрит, и пейзажная фотография. Поэтому через некоторое время мне подарили Киев, легендарный Киев дальномерный. Это совершенно невероятное качество, которое у меня пробыла до 91 года, пока у меня не украли ее. И до сих пор я вспоминаю эти камеры, это контексы. Значит, если вы не знаете, как это произошла история следующая. Значит, после войны, после Второй мировой войны, после того, как было подписаны акты о том, что все патенты немецкие компании Zeiss, компании Leica, все становятся в открытом доступе, американцы забрали себе часть, ну, соответственно, оборудование вместе со специалистами было вывезено в разные места. И так появились направления, которые были в Японии, огромное количество клонов Leica. В Советском Союзе это были два, собственно говоря, завода, который Красногорский, который стал выпускать зоркие
ФЭД завод Дзержинского, да, и кто еще? Ну, Киев, где Киев выпускали. Это контаксы. Значит, контаксы на самом деле я уважаю больше, чем лейку, исходя из того, как это сделано технически и как это реализовано с точки зрения удобства. Но лейки как бы нельзя обходить стороной, потому что это действительно очень удобное устройство. И кто снимал и видел мои ролики, я показывал и первый FET, аналог лейки, первый и второй FET. У меня были и четвертый, и пятый, ну все, короче, FET, которые были. То же самое Зорки. Зорки недалеко от Москвы завод, Красногорский, который сейчас выпускает в том числе современные зениты. Но вот первый Зоркий, очень надежная камера, хорошая, но неудобная загрузка. То есть вот это открывается задняя крышка, и как в лейке туда надо засовывать эту пленку. Плюс к этому не такие короткие выдержки и нет особо длинных выдержек. Так вот, вторая лейка то же самое. Так вот, с 51 по 54 год, вот это уже после того, как вывезли эти заводы все на территорию, выходит третья лейка. Это еще не М, а это просто третья лейка. Так вот, Красногорск делает то же самое, что лейка, но это первый случай, когда камера не только меня удивила, но удивила очень многих, в том числе и за границей. Спрос на вторички в Америке, в Европе на эти камеры, вот эти тройки, третьи, зорки, очень высок. В зависимости от версии, была там C-версия, была M-серия, здесь буква M большая, ну и, соответственно, классический третий, самый ценный. Чем он ценен? Ну, во-первых, очень яркий дисплей. Вот этот дисплей, сам по себе дисплей, говорю, видоискатель, он действительно очень яркий. Он большого размера, плюс увеличением 1.15, не 1.5, а 1.15. Плюс здесь есть коррекция для зрения. Она работает механическим образом очень хорошо. Значит, камера уже получила осветление. Здесь стоит легендарный Zonar. Мне достался образец с буквой П. Я постараюсь сейчас навести на резкость, может, вам будет видно хорошо. Надеюсь, что моя камера сможет фокусироваться на нем. Сейчас попробуем. Ну, давай. Вот, Юпитер 8П. И посмотрите, какое просветление. Не знаю, насколько хорошо видно, это фиолетовое просветление, не многослойное, я так понимаю. Совершенно фантастического качества объектив, при том, что обычно в советской оптике всегда были пузыри. В инструкции от этой камеры, которую я нашел в интернете, написано, что пузыри не являются как бы недостатком, и по нему даже нет никаких, невозможно дать претензий. Так вот, камера имеет объектив резьбовой, 39 миллиметров, такой же, как у лейки. Поэтому это лейковский стандарт. Ну, буквально там через некоторое время, вы помните, в середине 50-х появилась М-серия, тройка лейка, это уже легендарные камеры, уже другого качества. Ну вот, смотрите, состояние, работа диафрагмы 10-лепестковой, все очень четко. Очень удобный поводок для фокусировки. Здесь геликоид, как бы он считается удобный для разборки, для очистки. Чем интересен... Да, кстати, когда вы его собираете, есть тонкости этой камеры, которые нужно обязательно прочитать инструкцию, иначе вы можете сломать камеру. Скажете, ну что за ерунда-то? Нет, действительно так. Во-первых, нужно понимать, что когда вы устанавливаете ее, нужно установить на минимальную дистанцию, чтобы вот эта часть поверхности, которая давит на рычаг дальномерный, вот здесь он находится, вот этот рычаг, чтобы она не повредила. И дальше она легко закручивается. В чем прелесть этих камер для стрит-фотографии? И вы знаете, что и Брессон, и другие известные фотографы, стрит-фотографы не только использовали эти камеры, не только для документальной съемки, для стрит-арта. Значит, поводок очень удобный для фокусировки. Вы одним пальцем можете это делать. У меня это туго, потому что я обслуживал сейчас эту камеру только внешне пока. Внутри я ее, ну, внешне все очистил, всю грязь, все зеленое, то, что здесь было, внутри тоже. Но сам объектив пока не разбирал. Не хочу пока разбирать, но тем не менее вот геликоид надо смазать, потому что старая смазка, соответственно, все уже не то.
Так вот, интересное отличие третьей камеры, первого выпуска, это как раз вот старый легендарный выпуск, что здесь есть замедлитель. Что это такое, друзья? Сейчас фокусируется, вы увидите. В этой камере есть две шкалы выдержек. Одна с верхней части, мне досталась версия не с оригинальным лимбом. В оригинальном лимбе здесь еще есть 1000. На самом деле она отрабатывается, но видно по какой-то причине лимб был поменен хозяином. И, соответственно, здесь выставляется выдержки 1000, она на самом деле есть. Она вот самая крайняя, это как 1000. Потом идет промежуток 500, 250, вот она 1000. Ну и дальше потом все остальное. В чем же особенность эксплуатации этой камеры? В том, что нужно обязательно при выставлении выдержек, чтобы на одном из лимбов стояла 1/25. Вот этот нижний замедлитель для длинных выдержек, который был введен впервые в этой камере, в лейке имеется в виду, ну и, соответственно, в этом зорком, он сделан таким образом, что вы ставите, это все делается обязательно во взведенном затворе. Поэтому я вам могу сказать так, кто решит купить эту камеру, если вы не собираетесь читать инструкцию, вы ее сломаете. То же самое по лейкам, то же самое по серьезным механическим камерам. Если вы считаете, что это, как там в хай-файном мире есть такой, да, мой друг говорил всегда, я что, дурак инструкции читать? Так вот, если вы инструкции не читаете к такой аппаратуре, вам не нужно там пользоваться этой аппаратурой, вы ее просто испортите. Взводите затвор обязательно впервые. На поле поздних, кстати, зорках, там была тоже ситуация, я не помню, с какой модели, по-моему, со вторым или с четвертым, по-моему, четвертым. Тоже надо было взводить затвор, потом ставить выдержку. Так вот, если вы ставите какие-то выдержки, которые длиннее, чем 1/25, как сейчас у меня, да, 25-ю, поставил здесь 1/25, после этого переходите на нижний лимб и можете поставить в отработке, например, 1/10. Ну, чтобы вы увидели, что это так, я сейчас открою заднюю крышку. Кстати, в этой же камере впервые было сделано полностью съемная, в отличие от лейки, задняя крышка, так же, как в Киеве. Это самый удобный способ зарядки пленки. Никакие поздние версии, которые там откидываются, там, или немцев откидывающихся, все это ерунда, друзья, чушь. Самый лучший способ – это когда вот эта часть, которая полностью из литого алюминия сделана, это не жесть, друзья, как даже в немецкой камере, это полностью литье. Также и вся камера полностью сделана из литого алюминия, объектив из литого алюминия. То есть это очень легкая, но при этом чрезвычайно крепкая камера. Вот. Я вам открою сейчас диафрагму, чтобы вы видели, как отрабатывается, например, 1/10. Так, попробуем сфокусироваться. Вот я вам даже сфокусируюсь. Видно меня, не видно? Так, поставили, взвели. Оп. Плохо, да? Давайте еще разок. Ну и очень красивый звук. Затвор, на самом деле, как говорят знатоки, шелестит. Затвор должен шелестеть. Это признак того, что камера с низкой вибрацией. И эта камера действительно, по сравнению даже с Киевом, имеет очень низкие вибрации. Понятно, что все это можно приборами измерить, но я в руках, в принципе, все это чувствую, поскольку у меня через мои руки прошло множество камер. Теперь, что еще интересного? 1/2, 1/5, 1/25, 1/10, единичка. Самая длинная выдержка полсекунды и 1 секунда – это проблемная выдержка механических камер вот этого типа, того выпуска 50-х годов и даже самой лейки. Почему? Потому что это на самом деле не полноценный здесь второй затвор, как многие думают, а это просто замедлитель затвора. То есть это специальное устройство, которое замедляет затвор. Так вот, на этих выдержках, даже если после камеры обслуживания, после полностью разборки, никакой гарантии, что вот эти выдержки полсекунды и секунда будут отрабатываться короткой, в советских камерах нет. Это секунда. На самом деле полсекунды она отрабатывает. Секунду она не отрабатывает. Поэтому можно еще и полностью разобрать
А чтобы разбирать такие камеры, нужно иметь уровень знаний, уровня часового мастера, потому что это механика высочайшего качества. Я рассказывал вам про камеру Raleigh 35, где затвор сделан внутри объектива. Это совершенно невероятного качества часовой механизм. Также показывал вам цейсовские камеры, компании Zeiss именно, что это сложнейшие механизмы. Велту, где тоже там сложнейшая механика в затворах. Или Пронтер, или Готье затворы. Ну вот, если работают до 1.25, я бы не рекомендовал вообще трогать камеры и возиться с тем, чтобы работали длинные выдержки. Конечно, если у кого-то есть много денег, есть хорошие знакомые, я знаю, что сервисы есть в Питере, в Москве, действительно мастеров высокого уровня, но по тем отзывам, которые даже сами эти люди пишут, они тоже говорят, что именно эти камеры, и Leica, и Zorki, сделать, что полсекунды и секунда, ну, это проблемно. Тем не менее, есть для тех, кто снимает стрит из больших выдержках ночную съемку, здесь есть замечательный режим, во-первых, V, который можно поставить, и, во-вторых, режим D. И вот режим D очень интересный. Во-первых, потому что способ его работы вообще уникальный. Нажимаете, да, вот, и вроде открылось, открываете и закрываете. Это на самом деле V. Режим D в этой камере вообще уникальный. То есть здесь я нашел способ вот именно описания того, что вы нажимаете D, поворачиваете вот это колесико, у вас оно фиксируется. В данный момент, вот сейчас, если открыть камеру, затвор на самом деле открыт. Кто снимает Astra и кто занимается длинными выдержками, там, ну, сколько там, 10-15 секунд, этот режим всегда нужен, потому что V – это вибрации все равно, потому что вы держите на спусковом крючке. Здесь вы ничего не держите, вот Фувёныч, видите, у вас Фувёныч даже показался. А чтобы ослабить это, ну, достаточно вернуть в обратное положение, и он закроется. В инструкции это тоже все написано. Что еще интересно? Ну, во-первых, давайте не будем ронять приемную катушку. Я бы еще хотел вам рассказать о том, здесь ничего не светится, все нормально, все хорошо. Механизм этих камер и Киева, и Зоркова интересен тем, что если вы повернете сейчас вот эти штуки, то обратно вы не закроете уже камеру. Это сделано все для того, чтобы для дурака, грубо говоря. Во-вторых, в самих вот этих защелках есть такие прорези, это все литье, кстати. И существуют специальные кассеты, которыми я обожал пользоваться. С момента, как у меня был Киев, я сразу купил эти кассеты, пользовался. Интерес в том, что эти кассеты, сейчас я не могу найти, где-то лежат они. Они, когда вы вставляете, поворачиваете вот эти замки, камера открывает кассеты. И в отличие от классических кассет или мягких, или даже вот таких кассет, которые пластиковые или металлические, у меня они тоже эти кассеты все есть. Сейчас вытащу, покажу. Ну или кассеты, которые продаются любой американской фирмы, европейской, они все имеют конструкцию вот такую, что бархотки, ну и, соответственно, щель. То есть пленка все равно идет через какую-то щель, которая или может пыль попасть, царапаться, или еще что-то. Так вот, до изобретения вот этих кассет, вот таких закрытых, да, с бархотками там, были кассеты вот этого типа, поворотные, где открывается полностью штора, и это и полностью из металла кассета сделана, сложной конструкции с такими защелками, и, соответственно, открывает. В результате пленка идет, не касаясь ничего. То есть это, ну, это высокий уровень. Это также можно сравнить, как намотка пленки в среднеформатной камере, где она идет просто в открытом варианте, ну, за исключением дорогих ролифлексов, где были специальные, или мами, где было специальное оптическое стекло, которое прижимало, или даже вакуумный присос, как в Hasselblad там, или в мами, и в ролифлексах вакуумные присосы были. Для того, чтобы минимизировать вот эту дифракцию, ну и более плотно, равномерно прижать пленку, чтобы можно было соблюсти точную геометрию. Вот о чем я сегодня хотел сказать, разговаривая про это. Ну, вообще, на самом деле, достоинство этой камеры на этом не исчерпывается. В более поздней версии был сделан синхроконтакт в этой части, был сделан автоспуск, но это уже другие камеры, это уже 4-ка, М-ка, ну и дальше 5-й, 6-й. Эти камеры отличаются очень сильно по вибрационным характеристикам, по надежности. И все камеры, которые через меня прошли, там 4-ка, 5-ка, 6-ка, и 4-ка, и С, тоже такая камера была.
Практически у всех проблемы были на длинных выдержках, даже начиная с 1.25. То есть загустевала эта смазка, залипали шторки, и если вы посмотрите реальные форумы, посмотрите, что это проблема зорких, они пишут. На самом деле это проблема только поздних зорких, как раз в том качестве, в котором они были сделаны. Что еще показать? Ну, классическая шкала счетчика, которая очень удобна, с выступами, сделана, может быть, даже лучше, чем в Киеве. Что еще? Ну, легендарная оптика. К этой камере была возможность устанавливать еще несколько объективов. Юпитер 3 можно было поставить светосильный. Можно было поставить Индустар с 3,5 диафрагмой. Но наиболее интересный объектив, на который я снимал в Киеве, это вот такая вот Юпитер 8. Это легендарный Занар, занаровская схема. Очень красивый рисунок и для портретов. Многие жаловались, что если какие-то проблемы с освещением, он софтит, как говорится, пишут, да. Но на самом деле это просто от установки, если люди не пользуются блендой, а я блендой всегда пользовался, даже вот на Киеве. К этому аппарату у меня, по-моему, сейчас бленда нет, но я думаю, что найду, если у кого-то есть, может покажет. Ну, крышка, конечно, обязательно, или защитный фильтр. Здесь камера не поцарапанные стекла, поэтому желательно, конечно, поставить сразу или светофильтр, или крышку. Я предпочитаю фильтр, потому что крышки, их неудобно складывать всегда. Иногда самой крышкой можно поцарапать, поэтому даже если она с бархоткой внутри. Что еще? Еще бы обратил внимание на то, насколько качественно именно изготовлена сама камера в эргономике. Гнездо, как сделано гнездо, не выштамповано, а отдельно отлив такой, да, из алюминия массивного части. Была версия, по-моему, еще более ранее, здесь немножко окошко, вот эта часть, она квадратной формы. Также была версия, которая выпускалась специально для микроскопов, где вот этот замедлитель, он был с таким длинным выступом, увеличенным. Индексация вот в этой части, на ранних камерах вот здесь стоял знак Красногорска, и в некоторых местах написано было «сделано в СССР». В таком случае в самых ранних камерах, которые шли с 1951 года, номер вот этот серийный, который во всех зорких обозначал год выпуска, первые цифры, здесь у меня 54-й, 55-й, на самых первых 51-х год не стоял. И вот здесь было пятизначное число выпуска. То есть нужно понимать, что эти камеры изначально выпускались небольшим количеством, то есть очень сложные камеры. Ну и дальше пошли уже более серийные номера. И вот можно сказать, что, вот, например, 54, 52, 013, то есть 50 тысяч, 52 тысячи камер уже в 1954 году было выпущено. Недешевые камеры для того времени, могу сказать, было множество гораздо дешевле камер. Но тем не менее, я, кстати, рекомендую вам, если у кого-то у знакомых такие камеры есть, или если кто-то приедет в Питер, если эта камера не найдет своего хозяина раньше, вы можете попробовать поснимать ее. Также обращаю ваше внимание, что если у вас есть какая-то возможность, и вы не снимали еще на пленку, я бы обратил ваше внимание в первую очередь из советских камер на камеры вот зоркий, первый, второй, третий, именно эти модели. И если вы тяготеете к Феду, Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, тогда это тоже FET1, FET2, FET3. Все. Даже FET2, наверное. FET3 не надо уже. Единственное, что... Еще, кстати, по поводу леек. Значит, хаешки, я обалденный. На лейке второй, вот здесь было два окошка. То есть вы сначала наводите на резкость по дальномеру, а потом переводите глаз и уже фокусируетесь. Снимать какие-то быстрые сцены – это очень неудобно. При том, что здесь, конечно, можно смонтировать, как на ролефлексах, механический такой рамочный видоискатель, но это неинтересно. Поэтому для своих лет вот эта камера, когда выходила, была абсолютно революционной, потому что здесь всего одно окно, вы сразу и наводитесь на резкость и кадрируете кадр. Плюс, я повторяю еще раз, вот не знаю, насколько хорошо будет сейчас видно, удивительное просветление не только на линзах, но и на самом видоискателе тоже просветление. И очень яркий видоискатель. Друзья, я вам говорю это об этом. Почему? Потому что многие хают именно дальномерные камеры именно за то, что типа в них вечером ничего не видно. Огромное количество дешевых камер, конечно, действительно так. Но это не относится вот к этому зоркому.
это не относится к Киевам, которым я пользовался. В вечернее время достаточно прилично можно снимать. Но здесь видоискатель ярче, чем в Киеве. Кто, кстати, пользовался Киевом, напишите в комментариях. Ну или просто кто-то пользовался пленочными любыми камерами, напишите, что вас порадовало. Я же со своей стороны рекомендую, если у вас даже нет желания, возможности купить такую камеру, подержать ее в руках. Прийти в какой-то магазин. В Питере есть, ну, Юнона, понятно, есть в Гостином дворе легендарный фотолюбитель. Это магазин, который существовал еще с 80-х годов. И когда мне что-то нужно было, даже еще в 80-х, я ездил туда, покупал какие-то вещи. И проявители там покупал. Всегда можно было химию купить. Сейчас, ну, видите, какой вот просветление здесь видно фиолетовое, да, такой красивый цвет. На самом деле, кто пользовался немецкими камерами, которые я обожаю, там, до Первой мировой войны, без просвещения, до Второй мировой войны, до Первой тоже, где нет просвещения или просветления, или после просветления, или после сразу войны, где еще было однослойное просветление, как в этой камере. Если вы печатали фотографии или просто фотографировали, потом сканировали, вы сразу найдете разницу в этих камерах. Рисунок настолько сильно отличается от более поздней оптики с просветлением, даже с супер там радиоактивным просветлением, которое делают в Германии, да, лантановое так называемое. Но вот эти камеры, они отличаются очень по картинке сильно. И я, разбирая свои негативы, тоже смотрел, у меня обнаружилось несколько, по-моему, пара пленок, которые снимала моя тетка на FET, где вот такой объектив стоял. И там просто картинка после моего кива такой бах, совершенно другая картинка. Я думаю, чем это снято? Это точно не «Зенит», это рисует просто красотища. Потом смотрю, ну, как бы я писал еще название, да, что за пленка, всегда делал это на коробке, и там указано, что это FET снято. Поэтому, да, вот такие. Смена лежит, привез, а вот другие я не помню. Но смены тоже разные. Есть смена 6, есть смена 8, есть смена 8М, которую показывал, но самая массовая камера в мире. Не просто где-то, а самая массовая камера в мире. 20 миллионов экземпляров было сделано по всему миру, и это до сих пор самая продаваемая в мире камера. Смена 8М, именно модификация. Единственный недостаток смена 8М, кроме ее, ну, как бы цены, что совершенно невероятная низкая цена 15 рублей, смена символ, который имеет вот более такой плавный курок, действительно лучше снимает. И, ну, объектив, конечно, объектив. Объективы тоже разные, несомненно. Я в свое время, когда получил Киев, я уже индустары как-то не воспринимал. Ну, почему? Потому что мне попадались такие индустары. На самом деле индустар – это точная копия трехлинзовой системы Tessar легендарной, которая потом превратилась в массу других названий. Да, все это шло от легендарного Кука, да, анастигмата. Но про куковский, Эл, привет. Про куковский я рассказывал, у меня было несколько роликов при съемке роликорда первого, Type 10, так называемый, или Art Deco, который появился после выставки Art Deco в Париже, во Франции. Камера эта выпускалась с 1934 года, камера совершенно невероятного качества и отделки, и как она снимает. Но, тем не менее, Ижевск, привет, не был никогда, но я думаю, что выберусь. Несомненно. Так вот, что касается пленочной фотографии и касаемой темы сегодняшней, в том числе и фликера, я обращаю ваше внимание, что интерес к этим камерам, эти волны проходят периодически. Да? Была волна где-то лет, наверное, 5 назад, когда был интерес, спрос на советскую технику во всем мире из-за того, что это недорого. Сейчас я не могу сказать, что в хорошем состоянии камеры стоят недорого. И вы знаете, я рассказывал о том, что та же самая техасская лейка, легендарная Mamiya 7-2, там года 3 назад там можно было купить в России за 100 тысяч. Сейчас, друзья, вы за 400 не найдете в хорошем состоянии. То есть этот ценник просто в 3-4 раза подорожал. Спрос на вот эти камеры и ценники тоже, я сейчас заходил на eBay, смотрел, вот в таком состоянии с чехлом, ну, там в коробках цены варьируются от 200 до и выше долларов или евро. Поэтому и в России то же самое. Перекупы их скупают, у кого-то есть, да. Кто сам снимает, ну, я бы не стал такую камеру продавать специально, да, потому что не факт, что вы в таком состоянии потом ее найдете. Плюс можно понимать, что те камеры, которые после обслуживания, то там уже может быть все что угодно внутри.
Эта камера пролежала очень долгое время, поскольку я с ними работаю не первый год, и могу сразу определить состояние камеры, была она в сервисе или нет, даже не открывая. По состоянию именно повреждения, именно вот окисления. Но это окисление не носит такой ржавый характер. Почему? Потому что если посмотрите, после очистки все вот эти болтики, весь этот хром, сейчас наведется камера, они просто сверкают. Все вот эти рычажки, они просто светятся, можно в макро потом съемку делать, они как зеркало сделаны. Я рассказывал вам про камеру Велта, которая у меня есть, которая на меня произвела настолько сильное впечатление. Это камеры были в Дрездене сделаны, который, вы знаете, что во Второй мировой войне был полностью снесен с лица земли, он был полностью уничтожен. Тем не менее, я до сих пор считаю, что самые совершенные механические производства находились в Дрездене именно. То есть не то, что делала Leica, не то, что делала, а именно то, что делалось в Дрездене. Если вы помните, я рассказывал, что легендарная камера, которая изменила весь рынок любительской фотографии, это Kodak легендарный, он делался также в Дрездене, друзья. И компания Велта, выпускавшая эти камеры, потом все-таки сделала собственную камеру в стиле Кодека, но она сделала еще более совершенную, еще более дорогую камеру. Это Велта Велтура, о котором я рассказывал, где стояли наиболее интересный для меня объектив, который, ну, как бы самый интересный объектив, который я встречал, это Xenon. Название удивительное, я рассказывал про его изобретателя, этого человека. Тесар уже к тому времени был, но это все были 3,5 светосильные объективы Тесар. И на больших камерах, и на средних. И поставлена была задача этому человеку выпустить камеру, которая бы имела на ступень выше светосилу. Даже не на ступень, а на 2. То есть сделать не 2,8, а сделать двойку. Друзья, он сделал эту схему, и эта схема называется Xenon. Если вам попадется в руки такая камера, если вы где-то увидите, найдете, обязательно ее купите. Потому что Xenon превосходит по своим характерам и по моему мнению, и сонары более поздние, и тессары. Это, его назвали самым быстрым объективом. Почему произошла революция? Потому что с этим объективом, при наличии тех пленок чувствительности, которые были, этой камерой можно было снимать в любых условиях городской жизни. То есть появился стрит благодаря этому объективу. Более поздний Тесар, который уже вышел, там Тесары 2,8 появились без проблем, но это было гораздо позднее, друзья. А Xenon это появился где-то, насколько я помню, это 30-е годы. То есть и легендарная Велта Велтур, которую я рассказывал, я ездил даже смотреть ее, но она была в ужасающем состоянии, нерабочем, поэтому я ее не купил. Тем не менее, они иногда появляются, в России есть возможность эти камеры иногда увидеть, найти и купить. Значит, но я говорю о той камере, которая имеет фокусировку не передней линзы или не задней линзы, как здесь, а где объектив целиком ходит полностью, как это сделано было в Велте Велтур. Почему это? Потому что вы знаете, что когда целиком полностью ходит блок, как сделано в больших камерах и пленочных, и современных камерах самых лучших, это швейцарские Синары, это полноразмерная Виста и прочие среднеформатники, где объектив полностью движется. Потому что передними линзами это все считается компромисс. Современные камеры, к сожалению, все фокусируются таким образом. За редким исключением, например, если взять какую-то камеру и поставить туда специальный геликоид, да, который позволял бы двигать этому. Ну, это уже отдельная тема для разговора, хотя мы об этом разговаривали разговоры ваши, да. Ну, здесь тоже все это передними линзами, здесь внутренний блок фокусируется. Кто смотрит мой канал, вы знаете, что я снимаю на Foveon легендарный. Ну, вот здесь вот можно пылесосик посмотреть, как работает. Двигается. Давайте почитаю ваши комментарии. Привет, Ижевск. Привет. Магиди. 8М просто была моя личная первая, а так-то вокруг куча фотиков было.
Да, и сейчас, конечно, я завидую по большому счету молодежи, которая может практически позволить себе купить не просто какие-то камеры, а практически любые, из самых лучших, которые были сделаны. Чтобы вы понимали ценообразование, я вам озвучу несколько цифр. 49-й год, Regula King, который я показывал, тоже здесь рядышком лежит. Если хотите, покажу, что такое элоксал, откуда взялся, что такое шелковый алюминий. Ну, подождете минутку, тогда покажу вам, друзья, еще один шедевр. Оп. Смотрите. Вот чехол в хорошем состоянии от Зоркова. Видно цвет? Вот внутри. Мне попадались цветные красные, вот черный на самом деле. И вот здесь вот такая вкладка. Сюда вставлялся визитка из пластика. На ней писался адрес там или еще что-то, владелец. У меня были версии, где эта вкладка была. Ну вот здесь в этом варианте утеряна. Чехол причем не распался. Обычно со временем, если чехлу больше 50 лет, вот эти нитки все гниют и, соответственно, разваливаются. Но я показывал камеры, где это не происходит и где качество сборки чехла. Здесь тоже это расползлось. Вот она, Regula, 51 год. Компания начиналась с часов. Поэтому механизмы чрезвычайно сложные, механические, они часовые. Вот она выглядит как вблизи. Сейчас солнышко выйдет, я вам покажу, наведу. Покажу, что такое шелковый алюминий. Могу сказать, что такого в лейке вы не найдете качества. Никогда не увидите такого качества. Это качество недоступно было после войны. Так, наводись. Наводись. Ну, посмотрите, я покручу так, чтобы не сбивался, чтобы вы понимали, какого качества полировка алюминия. На выставке в Мюнхене, кстати, вот здесь Тенкель Мюнхен, в 2009 году я познакомился с одним из самых интересных производителей виниловых проигрывателей. Это Карл Вирт его зовут. Его компания называется Acoustic Solid. Он стал выпускать сами роторы дисков. Фокусируйся давай. Понравилось Велта, да? Ну, давайте еще раз покажу вам ее со всех сторон. Здесь, видите, клеймо Кинга стоит. Благодаря Виктору эта камера у меня, по-моему, в 2009 году появилась. Вот эта часть, вот это вообще фантастика. Это как шелк тоже. Я до сих пор не знаю, что это за материал. В некоторых камерах, кстати, мне тоже, я писал в комментариях, например, в раскладных камерах подложка, где выдвижные вот эти рельсы из какого-то материала, напоминающего керамику, по такому ощущению. Я, может, кто-то знает, что это за материал, я показывал. Я не мог понять, что это за материал. Он как керамика, но он очень легкий, он теплый. Вот как внутри делается камера. Я про нее рассказывал. Ну, давайте посмотрите. Тоже пятизначные номера. Это версия IP. Полностью литье алюминиевое. Здесь вот такие подшипники направляющие. Все отполировано до зеркального состояния. Все это сверкает и полируется. Ну, соответственно, никаких дальномеров. Это чистый шкальник. 49 марок Dodge стоила камера. Для сравнения. Велтур. Велту, кстати, я унес. Велта стоила, по-моему, в районе 100. Велтур стоил 400. То есть, если перевести на современные цены, это можно сказать, что эта камера стоила бы в районе там, ну, если там средняя наша зеркалка стоит сейчас там, ну, сколько, $5000, то Велтур стоил бы $20 000. То есть вот такая разница в разбег в ценах. Почему? Потому что, во-первых, объективы ставились и самые лучшие, да, Ксенон, о котором я говорил.
Во-вторых, качество механики было совершенно запредельно. Плюс эти камеры, они не были не просто профессиональные. То есть это было камеры профессионалов для тех, кому нужна подвижность. То есть большие камеры, которые раскладные, или даже гармошки, которыми снимали, не давали такой возможности мобильности. 35-миллиметровые камеры, которые снимали на пленку, чем и создали фотолюбительство по всему миру, тем, что можно было использовать недорогую кинопленку с перфорацией. Ну, до этого вы знаете, что ролл-фильм, так называемый 120-й, 127-й более узкий. Это не перфорированный, форматом 6 на 6, 6 на 4,5, 645-я модификация. Это, вы знаете, 645 часто название встречали, и контексы, и пентексы. Это как раз половинчатые камеры, это даже не медиум, я называю. Хотя сейчас 645 можно было назвать все вот эти среднеформатные цифровые камеры, которые сейчас, это 645 на самом деле формат. То есть это камеры, которые чуть больше, чем full frame. Поэтому с пеной у рта люди, специалисты, так называемые специалисты, которые говорят в среднем формате, они не понимают, о чем говорят. Средний формат начинался всегда даже не 6 на 6 и не 6 на 9, а это 4,5 на 5-6 дюймов. То есть, но в цифровом мире модификации другие. Средним форматом называют все, что больше фуллфрейма. Также вот эти модификации кропа 1,5, 1,6, там золотой так называемый кэноновский. Ну, или 4:3 Panasonic тот же самый, которых вы знаете, что все вещают, и Олегос вещает, и Бонифатьев, все прочие специалисты. Так вот, мое мнение таково, что все равно все идет к укрупнению матриц, но это тянет за собой очень серьезные изменения в качестве оптики. И, к сожалению, такого сильного глобального прогресса, как был в начале 20 века с оптикой, не происходит. Мы можем обнаруживать только деградацию. Но это лично мое мнение, поэтому оно может быть не связано с вашим мнением или со мнением специалистов, так называемых. Я исхожу из того, что я получал готовый результат и сравнивал о художественности рисунка. Если это измерять в телевизионных линиях, да, или линиях МИР, которые, кстати, в комплекте шли с этими камерами, большинство камер уже для того, чтобы заинтересовать, как современный Hi-Fi, пишут характеристики, пишут разрешение в линиях. Так вот, могу вас уверить, что самые лучшие камеры, дорогие, как раз имеют, объективы не имеют таких сильных, хороших характеристик плоскостного, плоского поля, но при этом они обладают художественностью гораздо выше, чем обычные массовые камеры. То же самое можно сказать и про Фавион. Про него нет обычных нейтральных отзывов. Люди или ненавидят Фавион, потому что не умеют ими пользоваться. Первая причина. Вторая, не понимают, для чего он сделан. И второе мнение, они обожают Фавион как Фавионыч и считают, что это самая совершенная технология, которая сейчас есть. Из КМОС технологий. Если не рассматривать CD, не рассматривать другие. Интерес к CCD благодаря роликам, в том числе и моим, и сейчас уже и другие блогеры потянулись, и зарубежные, и русские, покупают CCD-камеры. У меня тоже несколько камер CCD есть, порядка 10 разных. И Коники есть, и Sony есть, и другие. Могу сказать, что люди, которые наелись уже к МОСам, 50 мегапикселей, 100 мегапикселей, когда откатываются на 15-20 лет назад на CCD-камеры, начинают понимать, что что-то пошло не так. С цветом в первую очередь, ну и с шумами тоже. Поэтому интерес к ним, все по кругу идет, как говорится. Пленкой то же самое. То есть времена, когда цифра уже подошла к хорошему качеству, там 10 лет назад, интерес к 35-миллиметровым пленочным камерам угас. И люди скупали там средний формат, большой формат. Сейчас этот рынок уже сформировался. Кто хотел, уже все купил за хорошие деньги. Сейчас уже только за большие. Так вот, и с объективом то же самое. Сейчас опять волна идет интереса к 35-миллиметровым камерам. Почему? Потому что это компактные камеры раз, во-вторых, это красивые камеры. И сейчас можно купить красивые камеры 35 мм, которые можно использовать как фотосессии. Вот вчерашний Explore, там несколько фотографий, где просто модели держат вот эти классические камеры. Да? На одном, кстати, Zeiss был. Так что вот. Ижевск.
Перед Пермь, который круто был там неделю назад. Да, в Перми, кстати, у меня есть подписчики и друзья тоже, которые оттуда. К сожалению, я тоже не был, но все поправимо, как говорится. Вообще города, которые связаны с инженерией, а эти города, конечно, в каждом из этих городов были инженерные заводы и производство металла, все остальное, поэтому они понимают, о чем речь. В этих городах, конечно, эти камеры были обязательны. И до сих пор я думаю, что есть владельцы механических камер, не только механических, цифровых, которые занимаются фотографией и, может быть, смотрят Фурионыча. О чем я сегодня еще обещал вам поговорить, напишите в комментариях. То я уже забыл. Я вам показывал штатив. Я пока не делал развернутый тест вот этих шипов, но рассказывал еще, когда мы делали выпуски с Павлом Мартом, что в зимнее время раз, во-вторых, если вы снимаете на камнях, в Перми, кстати, есть, там Урал, поэтому крайне необходимый аксессуар. Почему? Ну, во-первых, если вы пользуетесь штативом, вы знаете, что наиболее популярные штативы, которые сейчас выпускаются, это один материал, это сплав алюминия. Ну, в более дешевых вариант просто алюминий, но мы не будем рассматривать такие штативы. Я могу сейчас показать еще два моих эндура, которые тоже из сплав алюминий-магний. Дерево, это берлибахи так называемые, и карбон. Но карбон, вы знаете, это свернутая лента, которая просто в печке потом склеивается со смолой. В данном случае 8 слоев, да. Но при этом он достаточно хрупкий в поперечном сечении. То есть весла из него делают, но если в точку металлом вот так вот камнем ударить, он треснет. Вот в этой части, для того, чтобы соединиться с шипом, всегда есть вставка. В любых штативах. За $3000, за 5, какие угодно. Всегда есть вставка. Она обычно делается из алюминия или из стали, из металла. И вот в этой части, когда вы складываете, кладете ее в грязь, посмотрите мои ролики, видите, там в болото я вставлял, ходил даже по болоту, опирался. Это самая опасная часть для карбона, потому что туда попадает грязь и, соответственно, резинки, которые защищают и внутри, и снаружи, и дают возможность, вот, например, я люблю вот такие системы, ну, с одним движением, почему я рассказывал, да, то есть вот выдвинули, потом задвинули, одной рукой сразу закрыли, как гидцы сделано. Вот в эндуро также. Есть санговые, которые я не люблю, у меня они были, мне не нравится такая конструкция. Так вот, когда вы ставите в грязь, в пыль, если не промыли, Павел Марк, вы знаете, постоянно промывает, любит, я это дело не очень люблю. Все равно грязь остается, когда вы идете какое-то время, и потом она там засыхает, это может быть грязь с чем-то, с маслом, еще с чем-то. В этом месте начинается окисляться и ничего хорошего. Поэтому короткий шип, который идет в комплекте, я показывал там 2 сантиметра, во-первых, не дает вам возможности защититься от этого. Во-вторых, если вы снимаете с камней, вот я, например, в Забайкале, но я не брал туда штатив, но я видел, если бы у меня был штатив, и то, что я в Карелии снимал, и в других местах, где камни есть, где я делал тесты, удар по камню, да, вот этот короткий шип не защищает. У меня вот эта часть, видите, уже отбита вся. Большой шип дает возможность вам защититься. Во-вторых, в очень сложных условиях, где камня много, или гниль какая-то, или болото, позволяет вам более плотно штатив, во-первых, установить, во-вторых, защитить вот эту часть. Поэтому эти шипы есть на AliExpress. Они бывают 80 мм, как у меня, и 120. Мы с Павлом тогда хотели заказать их, но прошло много времени, и так мы и не заказали. Потому что, ну, во-первых, я подозреваю, что все-таки это какой-то тоже сплав. В идеале, конечно, это должно быть из бронзы, из покрытия. Я пытался там снять вот эту часть, но они тяжелые по весу. Я пока не точил ее там алмазником, но подозреваю, что это тоже или бронза, или, скорее всего, нержавейка. По моим ощущениям, это нержавейка. Поэтому это очень, очень хороший аксессуар для съемки именно тех, кто занимается не только пейзажной фотографией. С точки зрения переноса ничего страшного нет. Ну, может, чехольчик какой-то здесь придумать. Напишите, кстати, в комментах, кто использует какие чехлы для закрытия шипов. Может быть, кто-то до сих пор снимает на резинках вот этих. Ну, как акустик могу сказать, мне вас очень жаль, потому что все вот это карбоновое преимущество, которое дает очень четкую картинку даже на крупнутых камерах, если вы пользуетесь такими штативами, оно все будет нивелировано. То есть вы не сможете снимать качественные кадры на выдержках больше 2 секунд принципиально, если вы будете снимать на резинках. Это я вам гарантирую, потому что я собаку съел на акустике, на развязках именно акустических систем, и знаю, как влияют материалы, в том числе и титановые, керамические развязки, различные сорта дерева, которые тоже участвуют. Например, клен, вишни я тоже тестировал.
Поэтому множество тысяч часов это было сделано. И могу сказать, что обязательно нужна развязка. Точка должна быть точка касания поверхности. Если нет возможности эту точку реализовать, тогда нужно использовать погружение материала такой материал, который не вибрировал бы. Вся система вот эта, это на самом деле резонансный контур вместе с камерой. Поэтому я помню, когда-то мне написал кто-то в комментариях, что типа штативы, я про штативы делал тест, вот, написал, штатив это не акустика, типа. Ну, что писать такому человеку? Посоветую ему изучить слова Теслы по поводу вибрации, частоты и чего еще, подскажите, энергии. Это все на самом деле энергия и в первую очередь вибрация. Что такое вибрация, очень мало кто рассказывает, и мало кто понимает, что такое вибрация. Частоту все знают, но она связана со временем и связана с чем? Длительностью, да, частота. Энергия тоже все понимают примерно, да, что такое. Что такое вибрация, никто не понимает, кроме Теслы и Павионовича. Вибрация определяет на самом деле все. Вибрацией можно разрушить любую систему, можно ее завести на такой уровень, поднять на высокий уровень, опустить на низкий уровень, разрушить систему, создать новую с помощью вибрации. Ну, фракталы, вибрации, все это оттуда. Вот, друзья, поэтому если вы имеете возможность, хотите попробовать улучшить качество своих картинок, принципиального уровня на любом штативе, попробуйте вот такие шипы купить. Ну, если там в Ижевске кто-то, у них, ребят, хорошие токаря, заказать могут сделать. Я думаю, что дешевле будет на Алиэкспресс купить за 1500 рублей такой набор, за 1000, чем вытачивать токарю. Ну, конечно, можно сделать лучше. В идеале, конечно, я на токаре работал, сделать бы из бронзы такие штуки, это было бы супер вообще. Да, это что касается штативов. Что еще хотел показать? Еще интересную вещь хочу вам показать, друзья. Я пользуюсь монтажом и записывал ролики на вот этом прошке 2016 года. И вот к нему я покупал, в Америке есть семья, которая делает такие кастомные чехлы из карельской березы. Они дают не только качество и сделано в формате блокнота Moleskine, да, классического. Здесь, кстати, лен, тоже натуральный все. Так вот, здесь есть такие выточенные на ЧПУ прорези, здесь 4 динамика, который улучшает звук, и сам зарядное устройство под лайтинг, ну не USB 3.0, а вот лайтинг, выточка, она достаточно компактная. Я знаю, что кто-то использует дорогие чехлы, где этот зазор минимальный, и обычные недорогие лайтинги не подходят. Так вот, у меня навернулось там за месяц 3 сразу шнура лайтининг, и я выбирал, смотрел то, что есть на рынке вообще в России, можно купить более приличного качества. Нашел и заказал два кабеля, которые вам настоятельно рекомендую по качеству изготовления. В кабелях я тоже разбираюсь, посмотрите мои ролики, которые, кстати, смотрят очень много за рубежом, в отличие от России, почему-то по кабелям. Так вот, компания называется Базеус. Вот так пишется. Идет. Не хочет. Базеус. Я заказал 2. Это метровый в армированном варианте, обязательно в армированном. И второй кабель, который мне нужен был для работы, и многим, кто снимает видео, тоже пригодится. У них есть 2- и 3-метровая версия. У меня был 1,5-метровый родной кабель, я заказал 2-метровый. Это обычная версия, ну, такая с классическим USB, да, с разрезным. В чем интерес? То, что вот эта часть, она не очень толстая. И она влазит вот в такие сложные чехлы деревянные, если вы пользуетесь такими чехлами. А второй кабель у них идет версия, по-моему, Edition. Это где USB, он симметричный, он не закрыт вот этой железкой дешевой, дешманской. Это с позолотой все. Так, как там делают блогерши? Вот так, да? Фокусирует. Так, сейчас наведется. Нет? Вот. Вот он как выполнен. Тоже, кстати, рекомендую, советую, кто ищет. Ну, я думаю, что вы сами можете найти. Но, во всяком случае, раз уж у меня появилась возможность поделиться опытом, я вам говорю, что действительно интересный кабель. Посмотрим, сколько они выдержат. Родные
кабели, которые делает Apple, конечно, это они работают, но платить за них 3000, 2500 я не вижу смысла. Покупать дешевые китайские поделки тоже не имеет смысла. Они разваливаются еще быстрее. Но вот этот ПВХ, о котором я рассказывал в видео про кабели, что это худший диэлектрик, который можно себе придумать. То есть лучше просто, чтобы его не было, чем ПВХ. Потому что ПВХ, поливинилхлорид, во-первых, это ядовитая вещь. Вы знаете об этом. Во-вторых, это очень штука боится перепадов температур. Не то, что там с мороза на улицу, а просто даже если там длительное время она лежит при 20, а потом длительное время не при 5. Все, она разваливается вся. Плюс с точки зрения диэлектрической проницаемости, основная характеристика проводимости кабелей, ну, вы знаете, что сигнал идет в зазоре. Не в самом проводнике, а в зазоре между проводником и диэлектриком. Посмотрите мое видео про кабели, там все подробно рассказано. Как раз вот тот случай, когда вот этот ПВХ играет злую шутку. Более того, обнаружилось, что на этих кабелях быстрее заряжается и iPhone, и iPad, гораздо быстрее, на любой длине. За счет внутреннего качества проводника и за счет режима чипа, который находится вот в этой части. Кстати, многие же не знают, что думают, что чем китайский отличается от некитайского. Вот здесь внутри находится чип, который отслеживает, так же как литиевые батареи, любые отслеживаются в чипах, да, режимы работы изменяются. Так вот, в последних новых кабелях, есть такой вариант быстрой зарядки. Наушники, которые вот, тоже не показал, прошки, которые вот эти Apple-овские. Я тут в автобусе ехал, у меня тут разрядилось, бах, за 10 минут они зарядились у меня в быстром режиме полностью. Так что вот, это тоже полезно, кто пользуется. Многие считают, что только от зарядки зависит, от ее емкости. Нет, друзья, от чипа, от кабеля тоже зависит. Быстрота зарядки и качество зарядки. Вот такой сегодня стрим у нас, друзья. Что касается шортсов, у меня были тут комментарии, и Канада записал в шортс, что типа ни в коем случае не записывайте шортсы, где каналы с большими имеется, да, просмотрами и основное видео длинное. У меня 3 года были основные видео длинные, стримы в том числе. Но потом в ноябре вы знаете, что я снес все шортсы, 50 штук, там, которые монтировал, которые садили мой канал вниз. Ну и вот с января месяца, с декабря я начал делать шортсы. Видите результат. Благодаря вам, друзья, все это произошло. Уже 700 подписчиков, уже география нашего канала расширилась до множества стран, поэтому я благодарен всем, кто смотрит, и любые темы, касающиеся человека и техники, это проф. Иваныч. Не только про фотографии, друзья. Поэтому вот такой сегодня стрим у нас, уже больше почти 1,5 часа. Также вас призываю, кто какие-то хочет задать вопросы эфиров, я много не делаю в последнее время, вы знаете, раз в месяц, сейчас немножко почаще, 2 месяца вообще не делал. Если вам срочно какой-то нужен ответ получить, напишите в нашу группу, она называется «Фотоскоп», или по поиску Фавионыч вы найдете меня в Телеграме, вы можете написать туда, я вам отвечу обязательно. И плюс там идет постоянное обсуждение, если у кого-то что-то появилось, какой-то вопрос, люди пишут, и мы там отвечаем, кто есть. Нас там немного, но все свои, все как бы в теме, как говорится, кто интересуется фотографией. Это по фотографической теме. По теме же Hi-Fi аудио, по теме кинотеатров, пожалуйста, у меня есть консультации. Можем договориться, в каком формате это проводить. Или кто-то хочет создать систему своей мечты, без проблем. Это можем реализовать. Что касается, почему я еще хотел сегодня этот эфир провести, потому что впереди праздники, 8 марта, 23 февраля, которые в России отмечают. Все хотят себе что-то подарить по инерции. Кто-то, конечно, эти праздники не воспринимает серьезно, но на самом деле они уже так отложились на подкорку, поэтому кто будет что-то покупать себе, может быть, из того, что я сегодня вам говорил, может быть, вам что-то пригодится для того, чтобы порадовать себя любимого, да, какой-то техникой. Я все-таки призываю не накопительством заниматься техникой, а все-таки пользоваться ей. Поэтому если вы видите, чувствуете, что техникой не пользуетесь и видите, что кто-то ищет ее, да, хочет пользоваться, расставайтесь с ним. Я думаю, что это самый простой вариант для того, чтобы более новая техника пришла.
Вот что касается. Что касается Flickr, еще каких-то новинок с тем, что происходит. Вы знаете, что в прошлом году, в 2022, было очень много конкурсов, в которых участвовали, в том числе и подписчики, извините, моего канала. У нас сложилось некое сообщество, есть уже несколько групп достаточно мощных Flickr Россия, есть группы Санкт-Петербурга. Если вы из другого города, вы можете сами сделать группу, например, группу Flickr Пермь, или группа Flickr Урал, там, или группа Flickr, я не знаю, там, Дальний Восток. То есть делайте, это ничего сложного нет. Я в своих роликах на плейлисте Flickr рассказывал, как делаются эти группы, как можно сделать, чтобы она была закрытая группа, как открытая, делать ли там какой-то обязательный комментарий после выкладывания видео. Ну и вообще можете посмотреть мой Flickr, зайти посмотреть мои группы, которые у меня были открыты. Некоторые не зашли по сепии, да, ну как не зашли, там несколько человек есть. Некоторые, наоборот, развиваются по группа по дрону, например, по R2S, она тоже стояла, а сейчас она двигается хорошо, и туда люди многие фотографии с разных стран выкладывают, пишут что-то, да, интересные какие-то находки по дрон-арт фотографии, которые я делал, они происходят. Движение есть, поэтому кто воспринимает Flickr просто как хранилище для данных, я рассказывал в своих основных роликах, где много просмотров, для чего, кому Flickr нужен, кому нет, и кому он поможет, кому нет, зарабатывать деньги или продавать. Есть условия, есть возможности, если вы что-то найдете для себя, собственное продвижение, как это сделать, ну, поделитесь, расскажите. На самом деле, очень интересная группа. Буквально там на прошлой неделе мне написал, кстати, в комментариях тоже мой постоянный подписчик во Flickr. Он не знал, что у меня канал, да. Я поставил ссылку, он перешел, посмотрел, оказывается, у него тоже канал есть, фотограф из Америки. То есть и вообще сообщество фотографов сейчас находится в такой стадии, когда ко всем пришло понимание, что профессия фотограф или вообще понятие фотограф, оно может исчезнуть. Если раньше это думали в течение там 10-15 лет, то сейчас речь идет о годах, единицах. Это связано как раз с тем, о чем я рассказывал. Это в первую очередь система нейросетей, искусственный интеллект и прочие радости, которые позволяют вам полностью вычеркнуть профессию или как бы само направление деятельности, как фотография как таковая. Это может произойти очень быстро. Как это произошло когда-то с видеокассетами. Они просто очень быстро прекратили существование. Ну, то же самое с компакт-дисками сейчас. Да, энтузиасты собирают, как вы виниловые пластинки. Но это очень узкий сегмент. Это из 1% еще 1%, кто пользуется. Из этого процента 1%, кто в этом разбирается. Боги правильно сказал, что надо всем, чем не пользуешься, продавать или отдавать. Да, верный подход абсолютно, поэтому кто-то ищет, кто-то хочет попробовать, а кто-то, наоборот, надоело, не нужно. Да? То есть почему нет? С точки зрения дальнейших планов, именно вот как это может произойти, могу сказать так. Мы обсуждали еще на стримах там в прошлом году, позапрошлом, когда только в прошлом году уже официально вышли версии для Lightroom и Photoshop и другие, где нейросети сначала зашли как бы, как обычно, сзади. Да? То есть задний фон поменяйте, поставьте красивую луну, поставьте красивые звезды, там векторное уже отслеживание света уже практически не отличить. Но эти заставки сначала были одинаковые все, потом их появилось десятки тысяч, а сейчас они научились рисовать. Более того, пролистывая сегодняшний Explore, я тоже с полной уверенностью вижу, что это очень похоже на настоящую съемку. При только очень большом увеличении, при каком-то специальном оборудовании можно обнаружить эти отличия между сгенерированным контентом фотографий от живой фотографии. Машины научились это делать. Более того, они научились по описанию делать фотографии. Я год назад рассказывал, что появится жанр, где фотограф будет неким подобием целеуказания, да, то есть с какой точки, в каком месте вы хотите получить свои фотографии. И говорил о том девизе, который рекомендовал вам запомнить, что люди хотят
иметь фотографии. Не в плохом смысле, а то, что они хотят, чтобы у них были фотографии. Все остальные процессы они не хотят фотографировать. Это не мои слова, но это озвучено было многократно теми, кто разбирается в теме. Они не хотят сами делать, они не хотят нанимать фотографа. Они хотят просто, чтобы у них были фотографии. Так вот, если процесс дойдет до такого уровня, когда машины смогут эту возможность дать, это уже происходит, то фотографов уже не будет. Как они будут называться, не знаю, там, распорядитель точек, откуда нужно брать контент. Вы знаете, что Google уже может этот сервис продвинуть сейчас до такого уровня, что вы задаете, вы хотите видеть свое лицо или там свое тело там, в Париже, там, в таком-то мосту, при таком-то освещении, при таких-то обстоятельствах. Контент рисуется. Плюс сейчас уже начинается сильно развиваться направление сгенерированного контента, который нереальный, то есть он придуманный полностью. Это уже не одна нейросеть рисует, не только Midjourney. Про метаверс у меня был выпуск еще 1,5 года назад, когда я там попробовал сделать галерею, посмотрел, как это работало. Ну, коряво, конечно, но оно уже работало. Галерея там была создана. Сейчас мне регулярно приходят письма, это уже все на платной основе, туда зайти уже стоит денег, там уже места продаются по времени, то есть, ну, все это идет туда. Поэтому шевелитесь, как говорится. Ну, вечный лозунг, как там, знаете, говорят для блогеров, не поздно ли в 2020 году начинать YouTube-канал? Не поздно ли в 2023 году начинать канал? Не поздно ли в 2023 году начинать заниматься фотографией? Ну, сами понимаете, для чего этот контент сделан. На самом деле ответов никаких нет, потому что никогда поздно ничего не бывает. И аргументы против – такое количество фотографий в интернете. Можно найти все, что хочешь. Это полная ерунда, друзья. Я уже вам рассказывал, показывал, демонстрировал. Даже по тем работам, которые в этом году, в 22-м, выиграли главный приз года, лучшая фотография, посмотрите эти работы, еще раз пересмотрите этот ролик. У меня шортс был записан, лучшие фотографы 23-го года. 4 работы. Один, по-моему, только известный фотограф, и то очень таком специфичном. Все остальные абсолютно неизвестные мастера, у которых там в районе 100 подписчиков на Фликере. Совершенно невероятные фотографии. Кстати, первая работа в этом году, которая у меня была в Explorer, по-моему, я сделал на iPhone. Ездил за город, сделал там фотосессию, записал видео, сделал красивые работы, но в Explorer взяли именно та, которая с iPhone. Курочкин рассказывал, Илья, что тоже, по-моему, 2 автора в этом году 35 миллиметров заняли места ребята, по-моему, 14-летние, которые снимали на iPhone. Посмотрите мой выпуск и посмотрите ролики, посмотрите фликер просто Джакоба Коэна, который полностью сейчас снимает там на Canon и снимает на iPhone. Посмотрите, какие он работы делает. Поэтому, что касается выборов инструментов, о которых мы сегодня говорили, там будь то Foveon, будь то зоркий пленочный, там регула, полный формат, я не знаю, что угодно. Даже, казалось бы, нет, у меня лежит моя камерка. Вот, кстати, тоже, кстати, интересный аксессуар, кто снимает в сложных условиях. Ну, вот я сейчас записал множество шортсов про него. На самом деле, это совершенно невероятная штуковина, камерар. Видоискатели, которые сейчас люди обсуждают, в Sony 4 там плохой видоискатель, в Canon R там лучше, там еще что-то. На самом деле все это полная фигня, друзья. Потому что когда вы имеете вот такую площадь, а дисплей современный там 1,5-2 и больше миллиона мегапикселей, вот эта хрень, грубо говоря, гораздо эффективнее, чем любой видоискатель, который у вас есть. Почему? Потому что вот посмотрите мой выпуск в Буран, который я делал, и фотографии, которая сегодня уже зашла в Explore. Если бы не эта штуковина, я бы вообще ничего не снял. То же самое контровой свет, то же самое какие-то суперсложные условия. То есть плюс вы понимаете, что здесь в лучших биноклях там 6, там 8, 9, да, выходной зрачок миллиметров. Здесь какой выходной зрачок, друзья? Он в сантиметрах, друзья. Этой штукой можно снимать ночью. Я уже об этом говорил, что если камера позволяет хорошо вывести на дисплей темное время суток, то вот эта штука очень поможет в этом. Ну, кто не согласен, напишите в комментариях, почему это не так.
Почему потратить там 1,5-2 рубля на эту штуковину? Нужно. Так что вот. Ну, я рассказывал вам, как снимать экшн-камеры, фото делать. И вообще сейчас фото делают, и очками делают, и чем только не делают. И все это размещается не только во Flickr, в других площадках. Кто-то продает эти вещи, кто-то сам снимает для себя, как Фавионыч, снимает для того, чтобы поддержать само развитие фотографии. Вот сегодня солнышко какое-то хорошее. У нас тут был перепады, до сих пор перепады. -9, потом +2 сегодня. -9, +2. Перепады кругом. Солнцетрясение. Божественный свет светит, добрее будете. Да, так и есть. Все мы состоим из света, об этом во всех и сутрах, и стихах, и прочем, везде все написано. Все состоит из света. Без света ничего нет, а без наблюдателя тем более. Поэтому и фотографы об этом тоже знают, поэтому всем желают светосилы, животворящей. И будет свет, как говорится. И будет свет, и будет светосила. Так что вот, друзья, кто еще не зашел во Flickr, создайте страницу. Кто боится или там сложности, я вас успокою, успокойтесь. В моих роликах там в плейлисте по Flickr все разжевано настолько, что вы сделаете это за 5 минут. И если раньше можно было на компьютере только сделать, сейчас можно даже и в телефоне, в планшете создать аккаунт. И нет этих сложностей с Yahoo почтой, как раньше было. Это нет этих сложностей с какими-то там суперсложными паролями. Все это намного упростилось. Плюс я рассказывал, что новичкам сейчас во Flickr везет, их продвигает сам Flickr. Количество людей, которые уже заходят в ленту Explore, превысило 100 тысяч человек. Об этой пирамиде я рассказывал, пирамиде в лучшем смысле я говорил. Вот, если в поиске сейчас бить Explore, Explore. И выбрать группу. Давай. Отобразится группа Explore. Так вот, вверху раньше было там 90 тысяч человек пользователей. Сейчас мы видим... давай, фокусируйся. Сколько? 101К. Больше 100 тысяч. Это люди, которые уже попадали в ленту. Это не значит, что это количество людей, которые пользователи. Пользователи, я говорил, больше 10 миллионов человек и организаций. Пирамиду я это рассказывал. 10 миллионов внизу – это просто пользователи, которые заходят, что-то надо найти, что-то посмотреть, протестировать технику, посмотреть, как объектив рисует, как камера фотографирует, старая, новая, там, какой жанр, что там, что в трендах. Это 10 миллионов человек. Дальше идут 100 тысяч примерно. Это те, кто регулярно пользуется, может быть, не каждый день, но что-то делает. Ну и костяк вот этот 10 тысяч примерно. На самом деле там меньше 5 тысяч, в том числе и Фавионыч, которые участвуют в жизни постоянно Flickr, которые что-то делают, о чем-то рассказывают и постоянно 2 раза в месяц попадают в Lens Explore. Вот. Ну и на вершине, на самой, в районе нескольких сотен человек, это самые известные фотографы мира, которые так или иначе присутствовали когда-то во Flickr или присутствуют сейчас. Потому что тот же самый Хитон, английский блогер, он раньше был, сейчас он не выкладывает во Flickr, но у него там фотографии есть старые. Адам Гибс до сих пор там присутствует, хотя он в основном продает свои работы в качестве распечатанных, продает курсы и прочее, о которых я рассказывал. Посмотрите, кстати, мой ролик «Фотографы Flickr. Кто они?» Топы. Там у меня был записан ролик, можете посмотреть. Если сами хотите погрузиться в это, можете посмотреть просто по Flickr. Там есть по поиску, есть по блогеру, по влогу можно посмотреть. Есть блог Flickr. Благодаря тому, что есть русскоязычное сообщество, уже достаточно много открыто люди пишут на русском, пишут теги русские, есть сообщества в разных городах, поэтому присоединяйтесь, делайте. Глядишь, такими темпами вернется Flickr Day, так называемый, да, он каждый год в апреле месяце обычно. В 2019 году я даже организовывал его, но потом из-за пандемии все это сорвалось. В 2020, по-моему.
Получается, Боб Гафер. Гафер, не помню, что такое, да, что-то есть такое. Так что вот, присоединяйтесь, как говорится. Что еще? Значит, у нас сейчас снега выпало, но сейчас скоро растает. По льду ходить опасно, сильный ветер, постоянно кто-то уплывает куда-то, относит, поэтому если даже вы купите шипы, со льдом очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Так что вот, если у вас возникнут какие-то вопросы касаемо технического плана, не только по фликеру, а вообще по фотографии, на которые я смогу ответить, или вопросы, которые, может быть, не связаны с фотографией, просто с техникой с какой-то. Да? Вы знаете, что у меня было множество роликов просто технических по другой технике, по автомобилям у меня было, как паять, плиту я тут тоже делал. Готовка, кухня, тоже я этим люблю заниматься. Мясо, рыба – это моя вещь. Ну, YouTube не очень любит разделка каких-то живых туш, поэтому я это не показываю сейчас. И это, в принципе, все так блокируется. Но, тем не менее, посмотрите ролик про лимонад. Пока сижу тут, мне фликер меня засыпает сообщениями, добавить такую-то группу, в такую, в секую-то. Это, кстати, вот касаемо продвижения и почему лента Explore, ну вот Сергей, другие, Владимир знают, что попав в Explore даже один раз, некий толчок для развития вашего и портфолио, и известности в хороших кругах он дается. Почему нужно изучать, как это работает. Ну, а на регулярной основе дает вам возможности и самому набраться опыта, прокачать скилл, как говорится, и научиться или найти свою нишу, и найти те жанры, которые вам на данный момент интересны. Понятно, что можно в них утонуть, можно там в них перегореть, как там недавно рассказывали. Как не перегореть в каком-то жанре? Да не надо зацикливаться на одном жанре, извините. Присоединился. Сергей Горный пишет, что снимать, что легче было продать, куда податься любителю фотографий. Классические вопросы. Я могу ответить следующим образом. Я когда начинал свое фототворчество, это был 82-й, по-моему, год, когда у меня смена появилась. Мне просто понравилось разбирать, я разбирал там теткин фэт, мне купили смену. Я взял камеру, мне дали камеру и иди, снимай, все. Дальше сам разберешься. То есть я снимал просто для себя. Мне нравилось это делать. Потом в школе у меня получалось хорошо. Я уже на выпускном, я делал альбом выпускной, сделал. Я получил уже, по-моему, в 6 классе премию по фотографии в области, снимая птиц. Опять-таки странно, да, за птицы. Получил первые деньги заработанные. В советское время 8 рублей это было для меня. О, школьник. Построили всю школу и вручали там мне вспышку. Я это снимал по кайфу. Соответственно, кто-то хотел, чтобы я кого-то сфотографировал. Мне людей не нравилось фотографировать никогда. Сейчас я фотографирую только, если и портреты и делаю, то только в непринужденном виде, постановочных я не делаю до сих пор. Ну, все меняется, все изменяется. Вспышки тоже, у меня были разные вспышки, но я потом понял, что вспышка мне не интересна. Сейчас мне вновь интересно работать со вспышками, и не с постановочным светом, который в студиях, да, бранколор какие-нибудь, а именно вспышка работы в условиях пейзажа. Я этим занимался в том числе и в 80-х. Ставил вспышки и снимался вспышкой на природе. Мне это нравилось. Сейчас есть множество обучающих роликов, как это делать. Но отвечая на вопрос, что легче было продавать, могу сказать, что здесь я придерживаюсь такого правила, что если ты занимаешься, интересуешься глубоко вопросом в любой отрасли, то рано или поздно тебя сами найдут. Что легче продать? У меня был ролик выпуска, где я показывал, как я сделал фотографию. У меня был эксперимент с непрерывной трансляцией. Я хотел сделать школу непрерывной трансляции в онлайн-урок, где я и показываю на природе, потом это все делаю. Часто можно в Твиттере все делать, да, но тогда этого системы не было. И вот вышел OpenLand, где это можно было реализовать. Я запустил, сделал трансляцию. Было всего 2 участника, по-моему, Дина из Калифорнии и забыл, как зовут, Влад, по-моему, не помню, из Сибири.
у нас получилось. С этой фотосессии я сделал одну работу, она зашла, по-моему, в Explore, и я распечатал ее на арт-бумаге. Но потом один из моих подписчиков увидел эту работу во Фликере, и как раз была речь про должен же быть пейзаж резкий по всему полю, или он может иметь локальную нерезкость. И у меня заказали эту работу, я ее сделал на арт-бумаге в замечательной компании Фотоарт, Фотован, это внутреннее центральное ядро компании «Яркий мир», который, кстати, Курочкин имеет отношение. Но я тогда еще не знаком был с ним. Я распечатал на двух вариантах арт-бумаги небольшого размера, вот 13-дюймовую где-то. Сделал оформление в музейном стекло, согласовал с заказчиком раму, музейное стекло, которое не бликует, и все, оно уехало владельцу. Сделал сертификат, ну и, соответственно, один способ продажи именно принтов, как называемый, он может быть без рамы, вы можете просто принты продавать в интернете, на Ютубе огромное количество специалистов, не только Медведевы, не только всяких разных другие, фотодроны, которые продают учебные, школьные альбомы. Но информации есть много. Что вам подойдет, что легче было продать? Для меня ничего не легче продать. Я могу продавать только тогда, когда мне это попросят, скажут, ну вот надо, да. То есть не было цели физически что-то продавать. Хотя некоторое время назад я сделал сайт. Вы знаете, что Flickr входит в группу самого крупного сайта SmagMag. Это самый первый фотосайт в интернете, который был когда-либо создан. Он был создан очень давно, SmagMag. Сейчас он опять вернулся, он владеет Фликером, соответственно, если вы подписаны на Фликер, вы можете также создать там сайт. У меня был создан сайт, год, по-моему, полтора я его там платил, сделал варианты, распечатать, что можно купить. Ничего не произошло, так же, как на Патреоне, так же, как другие площадки, которые использовал. А вот случайным образом продажа стала просто из-за того, что на Фликере увидели мои работы. У некоторых получается это делать ВКонтакте, да. Я знаю, что вот и Павел, и кто-то еще из знакомых тоже умудрялись как бы найти заказчиков через ВКонтакте. Но если задаться целью, для чего как бы? Продавать-то для чего-то надо. Кто занимается свадьбами, понятно, да, кто занимается интерьерной фотографией, да, для продажи квартир, для сдачи в аренду, это тоже направление интересное. Кто занимается антиквариатом, я знакомился тоже с фотографом, который снимает старинные изделия, там, антиквариат или там предметы искусства. Это тоже отдельное, оно требует. Вчера на форуме, вот на стриме у Фотодрона был вопрос по поводу птичек снимать, да, то есть сколько потратить денег, купить оборудование, штативы, все остальное, чтобы просто поснимать птичек. Я в таких случаях всегда говорю так: можно вложиться достаточно сильно, а потом результат будет нулевой. Как это было у меня. То есть точно хочешь, зная, что вот это у тебя, ты в голове себе вбил, что вот это у тебя получается, ты хочешь там развиваться. На самом деле приходит время, и ты видишь, благодаря Фликеру, какая идет обратная реакция, в каких жанрах и где ты отличаешься от других. То, о чем говорят все фотографы, чтобы найти, что у тебя получается хорошо и за что люди готовы платить деньги. Ты должен получить обратную связь. К сожалению, ты сам это сделать не сможешь оценить. Так же, как ты, если делаешь любые системы, в любой отрасли развиваешься, ты только благодаря обратной связи сможешь понять, у тебя это хорошо получается или нет. Может, ты вбил себе, что у тебя действительно ты специалист. Есть таких блогеров очень много, которые там продают воздух, продают сами себя или там пытаются продать продажи ради продажи. Но есть из них те люди, которые добились успеха, у них очень здорово это получается. Медведев того же самого. Он может учить людей, он нашел некий инструментарий, некую обертку, обернул это все. И людям это интересно, нравится, и они получают от этого кайф. Поэтому что легче было продать, это зависит только от вас конкретно. Как найти, что легче продать? Вот один из инструментов, о котором я говорю, это Flickr. Этот инструмент позволит вам оценить в масштабе нашей планеты, что у вас получается, а что у вас получается так, что все хотят.
Как это сделать? Нужно сделать страницу. Это занимает немного времени. Дальше. Нужно регулярно выкладывать фотографии. Понятно, что так же, как на Ютубе, да, там я выкладывал ролики, и год ничего не происходило. Вообще ничего. Там 10 человек, там знакомые какие-то подписались. Рекомендаций не было. Потом я купил микрофон, записал какой-то ролик короткий. У меня пару видео попало в рекомендации. Я задумался. Хотя ролики до этого смотрел и Быкова, и всех все остальных. Все это все хорошо, все вещают. И про фотографию тоже. Огромное количество, все это, фотографы прошли этот этап. Они уже знают, как делать. Но вы-то не знаете. Поэтому один вариант. Вы спросите у кого-то, можете, да, он вам что-то даст, какой-то совет. Но вот так, чтобы все аспекты учесть, именно где вы находитесь, да, где ваш уровень, или где ваша энергия еще не иссякла, чтобы заниматься этим. Вот один из инструментов, который я лично рекомендую, это Flickr. Почему? Потому что там огромная масса потребителей. Это не только люди, которые просто листают и кошечек смотрят. Там таких нет в основном. Это люди, которые имеют отношение к художественным галереям, к журналам, которые в электронном виде. Это модели. Это все, что касается компаний коммерческих. Это все, что касается компаний туристических. Список огроменный. И это работает очень давно. Плюс из-за того, что это интегрировано во все поисковые машины, Google, Yahoo, перечислите дальше по списку. Сейчас я смотрю по переходам и вижу, что в глобальной статистике, если у вас про аккаунт, вы можете посмотреть, откуда идут просмотры, с каких точек, с каких устройств. Это все можно увидеть. Поэтому сейчас это работает очень хорошо. Поэтому для того, чтобы куда податься любители фотографии, Сергей, отвечаю, лет 5 назад я ехал купить какой-то аксессуар для фотографии. Я даже не помню. На тот момент у меня еще не было канала, по-моему. Я что-то снимал, но Flickr у меня уже был тогда. И я приехал, ходит мужчина тоже моего возраста где-то, разговариваюсь, я говорю, да, вот что-то там, даже не по теме по фотографии, а по теме аудио. Я что-то там нашел. И он там, я разговариваю, фотограф, там все дела, типа, хочу вернуться. Он говорит, я тоже, я фотографирую очень много лет, с пленки там, куча всего, там, тысячи напечатал, как я. Как заработать денег на фотографии? Куда мне, говорит, пойти? На какие обратиться курсы? Или там, как там, в то время сидели там, были у нас, есть в Питере слет, да, фотографов, которые все приезжают там, общаются. Есть там строгое жюри, известные люди там говорят, вот это говно ты снимаешь, это у тебя нормально, это учись. То есть никто не скажет, что ты там гений. Я эту школу все прекрасно знаю, потому что я в своей структуре тоже эту школу, эту структуру прекрасно чувствую. Когда есть какие-то ответственные, серьезные люди, дяди, которые определяют, ты талантлив или нет. К сожалению, их время уже прошло. Я в пример привожу Панкрас Лампас, человек, который известный, да. Могу привести еще фотографов, которых я называл, да, которым не надо было. Пример Ву, помните фотографа? Сейчас он номер один в National Geographic, который с дрона освещает пейзаж. Ну, я рассказывал про него в видео. Который наплевал на все принципы фотографии для того, чтобы стать звездой. Он сделал студийную пейзажную фотографию. То, что я мечтал в 80-х и пытался вспышками делать, он это сделал с помощью дрона. Сейчас эта ниша целиком уже, он определяет развитие, и уже много лет. И у него огромное количество поклонников по всему миру, так называемый арт с дрона. Ну, дрон подсвечивается, потом снимает. Он, кстати, на отличную камеру, тоже с подвижной оптикой. Phase One. Phase One – это топ, самый топ камер. Так вот, и что я говорю этому человеку, который меня спрашивает? Я говорю, так есть Flickr. Он говорит, я куда-то хочу, там, пришел на выставке, кто-то меня никто не знает, ничего. Кому я буду ходить, показывать свои фотографии, как там в 90-х, да? Возьмите меня, купите меня, там, еще что-то. Друзья, интернет. Все в интернете продается. Все находится в соцсетях. То есть, но для того, чтобы пользоваться этим, нужно пройти какой-то этап. Я недавно заходил какого-то человека во Flickr нашел,
И я у него увидел 10 социальных сетей. Я когда начал листать, там Zen, Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, 500px, ну, короче, по списку все. Я себя вспоминаю там 3 года назад, когда у меня были там Instagram, Flickr, Patreon, Twitter, SmagMag. Ну, короче, вы представляете, сколько времени нужно просто, чтобы поддерживать на плаву это? Если у вас нет ботов, роботов, которые это все за вас делают, если вы не платите за это. Плюс вы должны обратную связь. Если у вас набирается какое-то количество подписчиков, даже там 1000, вы должны постоянно что-то там делать. И система сейчас работает таким образом, что она видит вашу активность. Почему те люди, которые присоединились к Flickr, но не проявляют активность, раз в месяц, раз в 2 месяца выложили фотографию, но не смотрят Flickr, не заходят, не комментируют, вообще ничего не делают. Система их держит на плинтусе абсолютно. Абсолютно на плинтусе. Те люди, которые что-то делают, как Фавионович, да, то есть что-то смотрит и изучает, что какие, что интересно, что нравится, отмечает, что-то пишет. Со временем система вас поднимает на тот уровень, я уже говорил, что после 1000 подписчиков уже начинается совершенно другой уровень. Вы можете раз в месяц выкладывать фотографии, но вам будут писать люди, вы будете им что-то отвечать. Система видит, что вы уже не потребитель. И всегда в таких случаях есть 2 лагеря. Это потребители, кто смотрит, а второй, кто контент-креаторы, так называемые создатели и творцы. Ну, творческие личности, к которым, я надеюсь, вы относитесь. Поэтому, если, конечно, вы считаете, что вам просто интересно смотреть, слушать, но ничего не делать, продолжайте в этом ключе, у вас все получится. Если вы напряжетесь и, как говорит профессор Савельев, переведете потребление вашего мозга с 5% на 20%, когда человек что-то создает, делает, он напрягается, и организм сопротивляется этому. Он постоянно говорит, делай все, что угодно, там, ляжь на диване, полежи, там, не ходи туда, в пургу в эту. Зачем ты полез, как Ума говорит мой герой? Куда ты полез на этот ступеньки, там ветер 30 метров в секунду, я вышел, там людей никого нет на улице, все убежали, попрятались, потому что почитали сообщение с МЧС, нельзя ходить, там все, умрете, сдохнете. Вас сдует ветром, засыпет, и вы не проснетесь. Но это самое лучшее время для того, чтобы сделать работу, друзья. И подтверждение этому, вот, пожалуйста, фотографии, которые меня сделал. Даже последние 3 работы, напишите просто, посмотрите, даже не пишите, просто посмотрите эти работы. Я вас уверяю, если вы заинтересуетесь стрит-фотографией или там документальной фотографией, в любом жанре есть абсолютно пустые ниши. Я об этом всегда говорю. Всегда говорят, вот в кинотеатрах никаких пустых ниш нет. Ну, я посмеялся, сделал кино на лампах. Потом уже несколько десятков систем. Ну, сейчас уже никто не смеется. То же самое, все в пейзажной фотографии нету. Я говорю, друзья, я год назад записывал ролик про макропейзажную фотографию. Сейчас это тренд уже. Уже люди делают специально постановки с грибами пейзажной фотографии. Это пейзажная макрофотография. Я рассказывал про то, что дроны изменят фотографию, будет арт с дронов. По-моему, в прошлой трансляции, предыдущей, я показывал. Вот даже награждение 22 года Flickr, ведущая, прежде чем показать победителей, там было 3 работы арт с дронов. Но самое удивительное, там была работа стрит-фотография с дрона. Человек лежит на камнях, с дрона снято. Это стрит, это не пейзаж, друзья, это стрит. Он вообще пустой. Я вам могу так сказать, в этом жанре никого нет. Там, может быть, 3-5 человек работает. Но человека уже заметили, увидели, ё-моё. Но никто не понял, что это стрит с дрона. И таких жанров гигантская. Микрофотография, там, ну, как, глаза там пауков, еще чего-то там, да, листочки какие-то. Посмотрите, что делает один из победителей фотогода прошлого года, 21-го, по-моему, который снимает торцы листа бумаги на макрообъективы, торцы. Невероятный арт. Абсолютно невероятный арт. Он есть у меня в подписчиках, можете посмотреть. Кстати, чтобы найти, что мне нравится, вы можете в любого человека зайти в его аккаунт, и когда открываете альбомы, я показывал, первое, что выпадает, это фейв. То есть то, что нравится человеку. Вы можете просто для того, чтобы понять и найти какие-то новые контакты, вы не нашли какого-то человека, но работа его не нравится.
но можете зайти в него и посмотреть, на кого он подписан. То есть, что ему нравится в данную секунду. И можете посмотреть, снимает он там голых женщин, да, это одно. Или он делает какой-то арт, или ему нравится какой-то арт, он ищет что-то. Люди же, можно найти то, что нравится другим людям. То, что требуется и пользуется спросом. То есть всегда ниши пустые есть, на них зарабатываются деньги. Только так. Поэтому свадебная ниша переполнена вся. Но при этом есть свадебщики, которые выезжают там, в Норвегию, там, на Аляску, снимают там постановочные во льдах. Там. И есть та же самая с Твери фотограф, который топовый фотограф Flickr, не только Flickr, а всех систем. У нее курсы свои, она в Твери живет. Совершенно сказочные делает портреты, невероятной красоты. У нее, если выходит работа, она сразу в топе, в десятке на Flickr, в Explore, на первых местах. Поэтому очень много жанров, которые я удивляюсь, что в России они не развиты. Ну, как я уже не удивляюсь, потому что, почему? Потому что все ориентируются на российский сегмент соцсетей. То есть вот то, что там есть, вот тот тренд. А то, что есть как бы земной шар, где, ну, я об этом говорил всегда, что рынок наш по сравнению с общим, да, это 1/100, 1/1000. То есть ну, зачем вам ограничивать себя этим 1/1000, 1/100? Почему вы не можете получить информацию от всем, что происходит в вашем нише или в тем, чем вы интересуетесь? Если вы интересуетесь форматными камерами, зачем себя ограничиваться ФК-18, да, фотокором, там, не знаю. Ну, мы же не в 19 веке живем, не в начале 20-го, не даже в 80-х, где ничего не было, ни интернета. Сейчас можно все получить информацию, любую абсолютно. Более того, если вам какой-то вопрос возник, вы можете напрямую задать человеку, которого вы нашли во Flickr. Для этого сообщества, для этого комментарии, для этого вы можете спросить, что-то увидеть новое для себя, спросить, чем снимал или что сложно было. Ну, поэтому Сергей Горн пишет, витрина решает, Инстаграм количество пользователей берет. Инстаграм это не панацея, я об этом рассказывал. Инстаграм обладает одним очень плохим свойством. Во-первых, это ужасающее качество работ. Даже если они интегрированы под разрешение Инстаграма, они таковыми являются. Оценить работы можно во Flickr, где можно выложить качество любое. Можно хоть 100 мегапикселей засунуть в фотографию. Весь вопрос, будут ли несколько минут люди ждать, чтобы она выгрузилась в полном решении. Но у меня есть несколько тифов по 120 мегапикселей с Фавиона, где можно дождаться загрузки полной и посмотреть, что это такое. Но в цвете и в динамике, конечно, Инстаграм это плинтус абсолютно. Что касается миллионов просмотров, я могу примеры другие соцсети сказать, где и тоже миллионы. Где есть, вот, например, по-моему, Люкс Фото называется сайт. По-моему, Люкс Фото, да, я тоже там регистрировался, смотрел. Там люди в основном только продают. 500px, потом Pixelius, по-моему. Ой, я про них рассказывал, про эти штуки. Я с ними экспериментировал тоже, но оболочка сама, как это сделано, ну, это некий сайт, да. То есть про Flickr мы не можем сказать, что это сайт. Это не фотосайт, это не фотохостинг, это сообщество с очень высоким качеством серверов, которые находятся на Амазоне сейчас. Когда Flickr переехал на сервера Amazon, все изменилось кардинальным образом, потому что, во-первых, это все самые совершенные системы хранения, во-вторых, это самые системы совершенные поисковые. И они уже объединены со всеми поисковыми машинами. Поэтому, ну, я вас уговаривать не буду, пробуйте сами, что вам больше понравится. Если у вас получается в Инстаграме это делать, почему нет? У меня не получилось, поэтому в январе 2021 года я Инстаграм свой перестал развивать, а Facebook, по-моему, закрыл. Хотя у меня там очень много работ было сделано, но качество там дико ужасное. Также, в принципе, сам YouTube развивается. Плюс вы знаете, что YouTube увеличился в качестве. Плюс YouTube сам сейчас будет создавать магазин. Он уже, в принципе, создал магазин. Я думаю, что в 2023 году мы увидим работу уже реальных магазинов, созданных на YouTube. Поэтому присоединяйтесь. Сообщество YouTube, платформа YouTube, я думаю, что наиболее совершенная система. Что касается рекомендаций, то
можно спорить, но статистика неумолима. YouTube номер один система в мире по рекомендациям. Никто даже не приблизился к этой системе. Поэтому, если вы что-то ищете, то YouTube вам сразу это найдет. Что касается, да, хороший комментарий, Сергей Горный, но Инстаграм работает как раскрутка своего чего-либо. Важный вопрос, куда вы будете направлять трафик. Я небольшой специалист маркетинга, но я работал в торговле очень много лет, и могу сказать, что я к этому тоже пришел. Вы все равно придете к двум площадкам, ну или одной, или к двум. А остальные площадки могут собирать вам трафик. Вы можете их забросить, можете подпитывать. Ну, основная площадка, ну, какие-то площадки будут собирать на одну. Можно на две собирать. То есть, сами решаете, что. Как будет конкретно у вас это работать, могу так сказать. На данный момент развития этих систем, это все системы, могу сказать следующее. Пока нету идеального алгоритма, где вот так отработано, что вот где-то вы написали, и все, оно все работает в автоматическом режиме. Не приходится. 3 года назад было еще хуже. То есть на момент моего создания канала у меня уже был порог входа 1000 ограничен. И не то, что монетка, а монетка дает вам переход на другое ранжирование канала. Почему я людям говорил, что давайте попробуем как-нибудь вместе пересечем отметку 100 подписчиков. После 100 все изменилось совершенно. Вот сейчас у меня на подходе, я надеюсь, что все-таки мы в этом году 1000 наберем, будет другой уровень ранжирования, другой уровень взаимодействия. На данный момент я уже могу писать сообщения в сообществе. То есть это дает результат, я могу какие-то голосования проводить. И это все дает результате на то, чтобы вас увидели, узнали. Поэтому можно поставить вопрос так. Знают ли вас? Вот вы хороший специалист, меня как специалист. Знает ли меня кто-либо как специалиста в какой-то отрасли? Знают в узкой очень нише. И те люди, которые вот в этой нише есть, они все знают меня. В этой нише, кто приходит на рынок, тоже меня знают. Но вопрос, а будут ли они со мной работать или с кем-то еще? Потому что несколько десятков человек, которые работают в этой нише, это маленький рынок, очень маленький. Это даже не 1% и не даже 0,01%. Ну, таким образом, вы можете залезть в какую-то нишу, создать собственную нишу, залезть ее, занять ее полностью, доминировать полностью. Как сделал это Рубен Ву. Он ее занял, потому что он ее открыл, и все. И он идет в ней. Он создает новое направление этой ниши. Также и вы. Вы можете за кем-то идти и подбирать огрызки, да, или создать свое. Что мешает создать свое? Свое направление. Вы скажете, легко так говорить, там создать что-то свое. Но у меня были такие ситуации, когда я создавал эти абсолютно ниши, да, потом какое-то время, ну такой уж я человек, мне надоедало, да, и я, соответственно, это отпускал, но видел, что это все развивается, это все идет. Поэтому, как говорил и Тесла, все, мысль, она витает на самом деле. Это не мысль, она спускается. Есть такое понятие, что она, вот где люди собираются, мысль спускается и начинает витать. И начинают происходить процессы синхронистичности Карла Густава Юнга. То есть все одновременно происходит, и люди удивляются, как такое? Я только подумал, а здесь уже произошло. Не только благодаря поисковым системам слежения с помощью таких станций с микрофонами, а благодаря тому, что это информационная вся среда поля Вернадского, она работает. Вне зависимости от того, хотите вы, верите в это, не верите, без разницы абсолютно. Вы можете не верить ни во что, но оно работает. Вот оно так действует. Если вы что-то сделали, а там уже все, информация пошла. Не то, что информация, энергия течет непрерывно. Поэтому если мы ее отчекрыжили, не пошла энергия, ну все, сдохло, и забросили фликер, и все развалилось, сидите там. Что делать, как продать? Так что вот. Поэтому, но поскольку я все-таки считаю, что деньги некий атрибут, который приходит уже с каким-то процессом, да, в который вы направляете свою энергию, то вот так оно и происходит обычно. И пусти Господни неисповедимы, да, говорят. Там в Коране тоже по-другому, в других, у Дзена есть такие, и в Упанишадах. Все это написано во всех великих книгах, друзья. Все написано, как это работает.
Другой вопрос, что вы всегда считаете, что ответ вы сами найдете. Нет, ответ вам дадут, подскажут ваши союзники, сопутствующие. Ну, они сами внезапно приходят всегда. А если вы их ждете, ищете, вот когда же, отпустите ситуацию, все придет. Возьмите камеру, выйдите, посмотрите, там, встретите человека, поснимаете, он скажет: о, круто, дайте телефончик, будете снимать. Там, я таких историй очень много видел, встречал людей, которые вот, они занимались совершенно другим, а потом внезапно звонишь ему, говорит: я попробовал, и все. Теперь у меня там своя школа по парапланеризму. И все, человек там пропал. Или там человек занимался одним, потом нравилось ему там что-то рисовать там, или что-то вязать. Смотришь и офигеваешь вообще, каких высот человек достиг. Ну, потому что от сердца, когда все это идет, это чувствуют. Все вот эти социальные системы, они это чувствуют. Здесь обмануть очень сложно. Даже если я пытаюсь что-то обмануть, все равно это чувствуют люди, потому что это система реального времени уже. И поэтому можно, конечно, ответ искать в книгах, читать. Это абсолютно точно нужно делать. Для того, чтобы найти то, что уже люди сделали, и что-то, может быть, они не смогли реализовать, да, как вот космические полеты, которые сейчас начнутся, да, к Марсу, к Луне. Мы это на нашем веку, мы все это увидим. Люди туда опять вернутся. Не только автоматы, да, маринеры, а там люди будут. Там 5-10 лет назад об этом только говорили. Сейчас это реальность абсолютно. Потому что есть инструменты. Не было инструментов сделать, там, запихать в такой корпус высококачественный звук или камеру, да. Сейчас уже, ну, мало кто сомневается, что вот через 5 лет вот это фрики только будут покупать в основном. Хотя, как ни странно, да, вот я сейчас говорю об этом, но это так и будет. Я прекрасно осознаю, что это произойдет. Потому что системы, которые будут умные настолько, что не нужно будет сложные такие системы, чтобы сделать то, что люди хотят иметь. Фотографии. Но мы находимся в данном моменте времени. Мы это прекрасно осознаем, кто работает в этом сфере, да, но мы можем идти в это, изучать этот вопрос, чтобы к этой точке, когда подойдет все, то мы были готовы и знали, что делать. Другой вариант, когда мы не знаем, что делать, и не знаем, куда двигаемся. Если мы не знаем, куда все это двигается, мы как слепые, нас ведут просто, и мы там, нам скажут: завтра, ребята, завтра вы будете, вам будут баллы списывать, и в зависимости от баллов вы будете там жить или не жить, или еще как-то. То есть, ну, мы не готовы к этому были. Вот нам сказали, и все, мы там пошли стройными рядами, вот так скажем. Поэтому вот. А что сейчас с собой берете, когда выходите на улицу с фотоаппаратов? Да, хороший вопрос. Одно из правил, которое очень сложно побороть, это очень сложно побороть. И это имеет отношение непосредственно к самой психике и к профессионализму. Научитесь с собой брать телефон. У меня есть друг, который телефоном не пользуется сотовым вообще, принципиально. Интернетом он пользуется. Но по роду деятельности он должен работать с техникой, и он вынужден пользоваться компьютером. Он прекрасно понимает, что без этого нельзя сейчас. Значит, берите с собой телефон, в котором есть камера. Если вы сторонник классики, у меня есть друзья, знакомые, которые не пользуются телефонами, такими смартфонами, берите с собой камеру. Я рассказывал многократно историю, когда я ездил еще когда в Украину, в Крым в 2004, по-моему, году, третьем, когда у меня была первая камера, цифровая коника. У меня была с собой камера, все там удивлялись, когда я снимал, что цифровая камера, все снимали с пленочной. И был человек со мной на Айпетре, а потом вниз в Бахчисарай спускались. У него модель была с собой и куча, вот такая огромная сумка профессиональная, тяжелые такие, помните, набитая пленочными фотоаппаратами и куча объективов. Такой толстый был. Ну, короче, до первых водопадов он дошел, дальше он сказал, что я больше не могу, у меня сил нет. Я в результате этой коникой снимал видео 640 на 480 и делал для него кадры на конику, потом ему пересылал. Потому что у него уже сил не хватило, что с собой брать. Но самое главное, нужно брать с собой постоянно. Приучите себя брать с собой камеру. Если вы считаете, что у вас DX1 Mark не влазит, его там тяжело таскать, или Nikon там Z9 тоже тяжел с набором оптикой,
купите камеру, которую вы сможете в кармане носить. Вы скажете, ну это не профессионально, там, это нет, меня не будут воспринимать. Я вас уверяю, так же, как вот пейзажного фотографа будут непрофессионально считать, если у вас нет штатива. Вот я боялся, что как я со штативом буду вставлять, там, выходить куда-то, ставить, на меня будут смотреть, глазеть. Это было 10 лет назад. Смотрели как на идиота. Сейчас смотрят как на специалиста. Если ты достаешь или ты снимаешь красивый пейзаж, все там с айфонами, и ты разложился где-нибудь там на Крите, раскладывался или там еще где-то, все побегали, смотрели, фотограф пришел. Поэтому то же самое с камерой. Если вы достаете фотоаппарат, значит, вы уже этим интересуетесь не просто так. Поэтому один из миллиона вариантов, что вы гениальный фотограф на iPhone сейчас, на данный момент времени. Но если у вас хорошая камера, компактная, с хорошей оптикой, например, ну, кому-то Sigma не нравится, можете купить этот, забыл, как называется, Fuji маленький. Или этот, еще лучше Рика компактный, там тоже несколько версий. Вот если убрать low bracket, вот эта камера, я показывал, я в этот пуховик засовывал в американский, с маленькими карманами. Ну, что вас учить? Сейчас есть такие камеры, я вон даже этими экшенами. Носите с собой экшен-камеру. Там, не знаю, я Сонькой снимал фотографии. Кстати, по-моему, даже одна из фотографий в Explorer зашла. Вот этой камерой Sony 200, да, 10-летней давности делал кадры. Full HD, там 8 мегапикселей. С матрицей там меньше, чем iPhone. Поэтому на самом деле только привычка брать с собой. Потому что основное правило, самый худший кадр, который вы сделали, это тот, который вы не сделали. Это не мои слова, это великого фотографа. Если у вас нет с собой чего-то, чем можно снимать, ну, значит, спеши пропало. А о том, как объекты появляются, когда вы настроены, как зайти в это состояние, я записывал огромное количество роликов на своем канале, посмотрите. Весь канал про это. Все это будет, навстречу вы будете идти, вам будет все это встречаться. Синхронистичность будет происходить постоянно. Другое дело, что если вы даете этому миру сказать, что нет, ребята, он там говорит тебе, с утра встал, смотри, какая красота, бери камеру, а ты говоришь, да нафиг, завтра пойду. Да плевать на этот лес, там, завтра он будет там. Ну, я показывал миллион выпусков, где приходишь, там леса нет уже, вырезано все. Бетонные коробки стоят. Да завтра я поеду, эти фонтаны там сниму, там эти родники, там все это всегда будет. Приходит, нет ничего, все снесено, пофиг. И все, друзья. Эти фотографии, которые я сделал, уже исторические. У некоторых они висят уже на стенке. Проходит какое-то время, это уже раритет, это уже можно продавать как авторское изделие для галерей, потому что это фиксированный документальный инструмент. Это не арт, который нарисовал, что хочешь, размазал там все. Это документальная фотография, как делал Прокудин-Горский. Да? Тех храмов, которые уже нет, тех людей, одежды которых уже не найти. А на фотографиях все зафиксировал. Дорогого стоит. Оно в музеях находится. В Америке, по-моему, его пластинки хранятся. Поэтому смотрите немножко дальше горизонта. Может быть, даже при вашей жизни это будет никому не нужно, а потом окажется это произведением искусства. Поэтому, как говорил один великий, после себя можно оставить только произведение искусства, больше ничего. Все остальное забудет, даже память сотрется, а произведение останутся. Поэтому фотография – один из методов визуального искусства, так же, как и музыка, которые остаются по прошествии времени. Время над ними не властно. Во всяком случае, в условиях продолжительности циклов или временных вибраций нашего вот этого обитаемого мира. Сколько ж мне все там во фликере, все обсыпали меня этими группами. Я, кстати, говорил же, да, что когда вы попадаете в Explore, группы просят, чтобы вы добавили. Какие-то группы интересные, есть закрытые группы, которые более высокого уровня, чем Explore, куда попасть еще сложнее. Ну, там, Вер мне там просит, чтобы добавили. Есть группы по арту, по фотоарту, есть группы по черно-белой, есть группы по туризму. Поэтому, ну, утомил я вас, наверное, сегодня. Искусство вечера.
Я все-таки вам рекомендую попробовать. Поэтому прежде чем что-то делать, прежде чем бросаться покупать и тратить там 10-20 тысяч долларов на объективы и штативы для того, чтобы поснимать воробьев там или калибри, нужно просто попробовать, а зайдет ли вам это вообще. Потому что у меня были тоже, есть знакомые фотографы, которые не ограничены в средствах. Ну, парк пошел белых объективов, и там DX, все купил, потратил там 50 тысяч долларов, походил, поснимал портреты, я открыл, посмотрел. Это не то, что продавать, это даже страшно снимать. Там просто все мертвое абсолютно. Тут в прямом смысле перешарпанная мертвечина. Все продал, купил Sony Park. Прошло еще продал еще что-то. Ну, можно таким образом действовать на удачу, как говорится. То есть понятно, что рано или поздно что-то произойдет, переключится и придет понимание. Но у меня что пришло понимание, что я делаю то, чего другие не делают, ну, через Flickr пришло. Потому что когда тебе настоятельно уже люди показывают и пишут комментарии и восхищаются, чем ты делаешь, или, во всяком случае, дают направление, что у тебя вот это хорошо получается, да, ну, то, что я делаю, например, стрит-арт, там, колор, так называемый жанр, да, то есть, ну, они регулярно, в принципе, даже если не попадает эксплор, все пишут и комментируют, и даже кто-то пишет мне комментарий, что хочу такое же тоже попробовать сделать. Попробуйте. То есть, поэтому в чем еще преимущество Flickr? Вы не знаете, что у вас получается, да? Вы боитесь какие-то фотографии выложить. Вы, так же, как и я, какую первую фотографию выложить во Flickr? Или там выкинуть, как некоторые там, 200 фотографий закинул и жду, смотрю. Неверный метод, стратегия мертвая. Спросите у Сергея, который у нас в Москве, как он за полгода вырос до больше 1500 подписчиков и регулярно попадал в Explore каждые 16 дней, как вот по современному циклу Flickr, без прока-аккаунта, без ничего. Он заходил даже в десятку. То есть он набрал за полгода практически то же самое, что и Фаленович. У него была четкая стратегия. Он раз в 2 недели в определенное время, в определенном четком жанре, long exposure, выкладывал работы. Посмотрите, я про него записывал ролики. Он есть у нас в подписчиках в Телеграме. Можете в моих подписчиках найти. Есть сейчас не тысячи, я сейчас уменьшил. Это порядка 6 тысяч человек, работы которых я хочу, чтобы они у меня показывались. То есть понятно, что можно пойти другим путем. И таким путем многие идут. Подписываюсь на всех подряд. Набрал там 10 тысяч. Тебе это из 10 тысяч вот этих людей, каждый день тебе вот кто-то выкладывает, и тебе эти десятки тысяч фотографий, ты должен их хотя бы посмотреть, отметить, что-то у тебя физически жизни не хватит, чтобы это сделать. Можно таким методом пойти. Поэтому, когда люди говорят, почему у него там 139 тысяч подписчиков, а он подписан на 60 человек или на 30. Вы просто математику посчитайте. 139 тысяч. Если даже из них раз в день, раз в неделю кто-то выкладывает фотографии, сколько времени у вас уйдет, чтобы пролистать, чтобы это? Вот ответ на вопрос. То же самое в Инстаграме. Вы подписаны, у вас там 30 тысяч подписчиков, или там у меня у знакомых 3-5 тысяч подписчиков. Каждый день они что-то постят несколько раз. Сколько времени уйдет у вас посмотреть, что они там запостили? И вам это нужно вообще? Чем вы этим, кроме этого, заниматься будете? Наверное, ничем. Так что вот. Поэтому все это нужно делать, опираясь на какие-то цели, приоритеты, и должна быть какая-то стратегия. Без нее никак вообще. Абсолютно. То есть, если нет стратегии, попробуйте ее выбрать. Или попробуйте как-то ее выработать. Поэтому во Flickr я рассказывал, какая стратегия существует, как это делать. Для новичков сейчас очень хорошо. Вот вы выбрали что-то, как оплатить Flickr. Хороший вопрос. Я оплачивал всегда или с PayPal, или с карточки. Вот у меня 18-го исходит срок. Кто хочет поддержать, может перейти на Donation Alerts мой в описании, поддержать, что-то мне оплатить. А вообще с карты оплачивалось раньше. Вот в прошлом году, до всех этих событий, в январе месяце я оплачивал с обычной карты. С любого банка абсолютно. Сейчас я не знаю, какие банки заблокированы, какие не заблокированы, поэтому я не смогу ответить на этот вопрос до 18 числа. Вот когда я попробую что-то сделать, как только у меня получится что-то, все. Если вы в другой стране, вообще без проблем, с любой картой мира. Все системы платежные работают.
у Flickr. Значит, что касается iTunes, могу сказать, что вот у меня тоже знакомых много, кто говорит, я не могу пользоваться iTunes. МТС точно оплачивается, поэтому у меня облако Apple-овское оплачивается с сотового оператора МТС. МТС позволяет оплачивать вот это. Если на самом деле даже банковские карты не понимают, то скорее всего, возможный вариант, что можно с МТС оплатить Flickr. Я не знаю, может быть. Надо просто проверить. Поэтому точно не могу дать ответ, но во всяком случае прошлый мой платеж год назад я делал с обычной карты. Единственное, что у меня был там один с Белоруссии тоже парень года 2 назад, он такой, вот, там посмотрел мой про Flickr, хочу сделать подписку. И он зашел на страницу, увидел, что там 6 с чем-то долларов стоит в месяц, и он закинул туда $7. И он посчитал, что он умный, а всех обманул, как бы, и он типа за $6 ему на месяц дадут про аккаунт. Веселый парень. Он просто не понимает, что американский способ, да, там, это в месяц указывается, но ты платишь за год. Так же, как ты машину берешь в кредит, ты не в месяц платишь машину там и забираешь ее там, да, там и все, и не платишь больше. А ты должен всю сумму за машину заплатить со временем, да. Так же здесь, ты всю подписку за год оплачиваешь. $79, по-моему, насколько я помню. Это если вы хотите про аккаунт оплатить. Если вам нужен обычный аккаунт до 1000 фотографий, то платить ничего не нужно. Flickr абсолютно бесплатный. Поэтому, это если этот вопрос. Для того, чтобы сразу оплатить про вам дает что? Я рассказывал. Это статистика глобальная, это стопроцентное попадание в Explore, если вы уже активный пользователь, если вы постоянно делаете. Flickr любит про аккаунты, он продвигает их, соответственно. Но могу сказать, что если это очень жесткие рамки были, то сейчас нет. Сейчас, если вы новичок во Flickr, то не обязательно иметь про аккаунт, чтобы попадать в Explore. Пример, пожалуйста, Сергей, Владимир. Владимир у нас в Владивосток оттуда. Поэтому в Телеграме все ребята писали, мы все это рассматривали. Попробуйте просто. Может быть, вам не зайдет Flickr, может, вы решите на Инстаграм опять вернуться. Все бесплатно. Так что вот, во всяком случае, попробуйте с карты, если PayPal у вас работает. Но PayPal сейчас не работает. Payoneer тоже закрыли в России, поэтому все печально. Может быть, конечно, как-то можно. Скрипты я не пробовал, я не уверен, что будут скрипты. Скрипты, по-моему, нет оплаты. Хотя я думаю, что все к крипте придет рано или поздно. Так что вот. Что еще по Flickr? Сегодня, видите, я мало показываю, но в надежде на то, что вы все-таки зайдете, посмотрите, что это за платформа, да, и попробуйте зарегистрироваться. Как оформлять шапку, что нужно делать во Flickr, что не надо. Посмотрите мое видео «9 ошибок» хотя бы. Ну, оно короткое видео, но во всяком случае оно огородит вас от таких глобальных ошибок, что типа 200 фотографий сразу и жду, смотрю, меня там в Explorer возьмут. Вы положите сразу на плинтус глубоко свой канал, если так сделаете. То же самое, если будете сразу там писать, всем подряд там лайки ставить и всем подряд описание делать. То есть нужна стратегия. Я об этом рассказывал, как это работает. Это как дружелюбное общение с людьми. То есть если вы накручиваете, так же как YouTube, то сейчас вот многие миллионники, я смотрю сейчас даже хорошие каналы, которые накрутили когда-то, они не знают, что с этим делать. И потом, когда с них списали 100 тысяч, 200 тысяч человек, потому что эти все алгоритмы, они сейчас научились видеть активность. Они видят активность каждую секунду. Что вы делаете, что не делаете. Поэтому если вы их накрутили, а не мертвым грузом, то это не просто вам для рекламодателей, что вот у меня там подписчиков много. В YouTube это не работает. Все, еще с прошлого года. Просмотры только работают. У вас может быть канал небольшой, 1000 подписчиков, но у вас может быть количество просмотров там, по каждому ролику 5-10 тысяч, в 10 раз больше. И вы будете уже обеспечены работой в этом сегменте. Да? То же самое наоборот. То есть у вас там 1 миллион подписчиков, я знаю людей, они не знают, что делать. У них просмотры по 1000 человек в видео. Потому что они со временем накрутили их, эти мертвые подписчики выросли уже и не являются их целевой категорией. И что с ними делать? То же самое во Flickr. У меня был этот опыт.
когда я старался, да, за всеми следить, потому что я на тот момент не нашел точные жанры, которые мне нравятся, и точных авторов. Flickr – это про авторов, друзья. И вот сейчас, когда я получил обратную связь, когда мы все люди, которые подписаны, в основном, да, ну, кроме там 2-3 топов, которые там не зайдут до Фавионыча, но в основном я получаю сразу обратную связь, они что-то пишут, мы друг другу пишем. Причем это некоторые из известных, многие из известных фотографов. Поэтому мы общаемся, они видят мою ленту, я что-то выкладываю, они сразу пишут что-то или там хотя бы отмечают. Это, понимаете, это занимает 15 минут в день, на самом деле, с утра. В 7 часов, когда открывается, утра, смена, да, ну, по московскому времени. Это может занять 10-15 минут общения, там, ну, часами Flickr. Не надо ничего делать. Если у вас есть стратегия, вы можете потратить это даже в неделю 15 минут, и будет результат. Но если у вас нет стратегии, если вы будете просто там, как в Инстаграме вот это вот, или как на Ютубе первые блоги написали, мы там сидели, до крови пальцы стерли. Фавионыч тоже стирал как бы во Фликере, когда ничего не было по Фликеру, я сам все это экспериментировал, смотрел, какие теги работают. Сейчас теги вообще не работают. Как описание работает, как геотеги работают. У меня целые блоки видео про это, про геотеги, про теги, про продвижение, про группы. Все, в этом плейлисте есть ответы на все вопросы. То есть я периодически даже обновлял какие-то новые, записывал видео, для того, чтобы отгородить людей от ошибок. Но все равно, понимаете, люди слушают, но делают все по-другому. Они знают, мы знаем, что так нельзя. Бах, 20 фотографий в течение 15 минут. Ранжирование. Если вы даже 2 положите одновременно, я показывал это Сергею, показывал Павлу, да, я сделал офигенные фотографии и выложил 2 подряд. Что получается? Человек в ленте получает не одну работу, он не видит. Он видит блок из нескольких работ, которые нужно отдельно открывать. Но мы живем в 23 году, когда время просмотра фотографий в Инстаграме или во Фликере от 0,1 до 0,5 секунд. 0,5 это шедевр будет смотреть, может быть секунду. Вы рассчитываете, что вы там блок этот выложили, он выпал блоком, где куча фотографий и скрытые все. Звездочку не поставить на этот блок, потому что нужно на каждую. И человек просто пролистывает это. Простая, казалось бы, вещь, логическая. Зачем это делать? Ну, это делают люди. Более того, это делают люди, которые даже знают и разбираются в фотографии, хорошо снимают, но они продолжают делать эту ошибку. И знаете, что происходит? Есть у меня подписчик с Франции, у него 34 900 подписчиков. 5 лет это цифра, 35. Вот он 35, 100 подписчиков набрал за месяц. Знаете, почему он набрал их? Переименовал свой аккаунт, изменил обложку, вставил портрет свой и перестал этой херней заниматься. По 10 фотографий. Он не может. А есть люди, вот я знаю людей, которые начинали с 500, со 100, как я, у них уже там за 3-5 тысяч. Я знаю пример человека, который вырос за год до 30 тысяч. Но это с помощью ботов, с помощью липовых аккаунтов Flickr. Он вырастил, у него действительно, он там боты запускают сами комментарии, автоматически все это делают. Он сам учится в университете, ему нечем этим, некогда заниматься. Рассылаются от него сообщения, но система уже видит, что это автоматическая все генерация. И она его не продвигает. То есть он попадает в Explore, но попадает не на самый верх, попадает в серединку. Он не заходит там в 20-ку в первую. Он не... Понимаете, в чем дело? Тут нужно понимать, как это работает. Я об этом рассказывал, но вот еще раз повторю, как это работает. Как только ваша работа какая-то удачная, у новичков большинства, если вы выложили какую-то красивую работу, даже среднего качества, она попадет в ленту Explore. Лента Explore вам даст сразу же попадание вот в эту ленту 500. Ее пролистывают. Несколько миллионов человек ее пролистают. Кто-то отметит, кто-то напишет. Вы получите авторов или людей-зрителей целевых, которым понравилась ваша работа. Вы точно будете знать, что это вам понравилось. Если вы увидите, что ваше процентное содержание, там, ну, грубо говоря, сейчас открываю свой сегодняшний Explore. Работа, которой я возлагал на нее условия, но, во всяком случае, сделал еще несколько черно-белых версий, которые, одной из черно-белой версии, вот этой с лыжницей, я закрыл. То есть был шанс, что она зайдет. То есть по всем алгоритмам, о которых я рассказывал. Но я надеялся, что все-таки с храмом вот эта размытая фотография, с Бураном она зайдет. Вот сейчас на данный момент 3900К просмотров. Почти 4000. Понедельник, кто сейчас смотрит? Азия,
Америка, понятно, что спит еще там. 175 фейвов. То есть я вижу 4200 человек почти понравилось. Процентное содержание будет падать со временем. То есть нет такого, что там человек собрал 50 тысяч, у него там 25 тысяч лайков. Не бывает. Обычно это 2-3%, которые поставили. Но вот самое важное – это комментарии, кто напишет. И есть люди, у которых это процентное содержание очень высокое. Это в основном эти алгоритмы, они лучше, чем люди оценивают. Потому что четко, абсолютно вы понимаете, что если у вас процент там, если вы увидите, что у вас там 500 файлов, да, набрали, там, или 1000, да, там, лучшие работы, там, 1000 за сутки, самые топы, 1000, 2000, это вообще шедевры абсолютно. Они 100% впадут и в галереи, и везде, куда угодно. Еще и комментариев там 500 набрали. Что происходит, когда вы комментарий пишете? Система понимает, что эти люди нашли что-то. Она сразу поднимает ваш аккаунт. Она начинает тянуть вверх все другие ваши работы. Следующая работа, если вы через 2 недели выложите после Explorer, выложите еще одну работу, 100% упадет в Explorer. Но количество ранжирования и подъем этой работы в общей сети, массы, миллионов фотографий, будет еще выше. Вас выше поднимут на рейтинге, так же, как и вот канал, да. Они видят, что меня смотрят, там, 2,5 часа мы там треплемся, может быть, кому-то зайдет, кто-то что-то пишет. Она видит, что это интересная тема, и начинает продвигать. Соответственно, дальше вы делаете меньше усилий, получаете больше результат. Но если вы опять скажете, да ладно, это не работает, все там, и забросили, на 2 месяца ушли, что происходит в этом смысле? Что с Ютубом, что с другими, что с Инстаграмом. На плинтус у вас раз, и все. И дальше по новой вы начинаете с нуля опять подниматься. Но количество пользователей в этих сетях увеличивается. Во Фликере не так сильно, как в Инстаграме, там в других, в Ютубе. Я смотрю по социальному рейтингу, social рейтинг, да, есть такая программа. Я вижу свой рейтинг канала, вижу рейтинг мое в общем мировом, вижу в России, вижу по странам, то есть вот эти, ну, это все бесплатно. И я смотрю, у меня там был там вообще там такой плинтус, что вообще там 16-миллионный рейтинг, да. Сейчас смотрю, бах, там поднялся. Еще что-то сделал, там еще выше поднялся. Был там C минус, там стал B минус, то есть на 2 выше, да. То есть и эти рейтинги, рейтинговая система, она для чего нужна? Для того, чтобы понять, интересно людям это смотреть, вот эту голову в полосатой рубашке, да, или нет. Он что-то полезное вещает или херню какую-то говорит, извиняюсь за выражение. То же самое с фликером. Если вы снимаете кошечек там слева-справа, да, если вы не шедевральный фотограф, который снимает совершенно невероятные вещи, да, то что делать? Ну, значит, вы и будете в этих кошечках. Может быть, вы добьетесь успеха, конечно. Ну, кошечки просто пример. Потому что кошечки считаются кошечки продвинули вообще фотографию в 21 веке. Если бы не кошечки, фотография подохла бы давно. Ну вот смотрим нашу ленту, да, Telegram, нашу ленту. Что-то пишем, что-то выкладываем, кто-то свои работы, еще что-то. Немного там людей, 13 человек всего. Вообще ни о чем. То есть мертвый Telegram, кажется, да, ну вроде бы, да. Но это все до поры. Почему? Потому что это такое закрытое общество. С другой стороны, люди, которые этим интересуются и которым это интересно, ну, может, они там раз в месяц зайдут, посмотрят, что-то напишут. Также и этот ролик. Он сейчас, может быть, я записывал много роликов по темам, которые было интересно, только через 2 года они зашли. Когда все, что я говорил, уже случилось, о том, что я говорил в 17, 18, 19, никто не верил вообще, что это будет. Сейчас смотрю, эти ролики все смотрят, такие, зачем ты эти сказки записывал? Нафига ты этот плейлист сделал? Я когда прочитал эти сказки, ну, у меня тогда было много вопросов, сейчас еще меньше. То же самое по системам, да, я всю жизнь занимаюсь системами подобия в разных областях. Раньше только в музыке, музыкальной системе, сейчас везде. Законы одни и те же абсолютно. То есть, но рынок догоняет всегда, кто идет впереди. Я не говорю, что я впереди всех планеты, но какие-то вещи я вижу прекрасно абсолютно. Я вижу, что вот через месяц будет то, через год там то будет. Но разум мой отказывается верить, что это возможно, что это будет так. Когда это происходит не через год, а через месяц, разум говорит, блин, что-то я не то сделал. Что-то надо было сделать, послушать тебя, а я не то сделал. Вот так это происходит. Поэтому то же самое с фликером. То есть вы смотрите, как кому-то завидуете,
на кого-то ориентируетесь, для себя ищете направление, но не понимаете, как это работает. Будьте проще, друзья. Выберите то, что вам, по вашему мнению, вот, или вы просто не знаете, что. Вот, но я хочу снимать грибы, или я хочу снимать деревья, как я снимал, да, в черно-белом варианте. Или я хочу снимать, ну, я не знаю, что там, горы с морем. Я хочу снимать близко камни, размытую воду размыленную и сзади горы. Вот такое я хочу. Вот я выложу эту фотографию и посмотрю, зайдет она, не зайдет. Уверяю вас, вот если она пролежит там просто так, или даже я что-то сделал, но оно или раньше времени, люди не поняли, что это за арт, когда я пикториализмом стал заниматься. Но со временем, когда вы наберете уже какое-то количество людей, которые вас смотрят, вы найдете специалиста, который скажет: блин, это вообще бомба. Я вот недавно такого фотографа обнаружил. И вообще никто не знает. Он совершенно невероятные делает вещи. Но он неизвестен, потому что система его держит внизу, на плинтусе. Сейчас Фликер научился искать такие шедевры, да, но все равно ему надо помогать. И сообщество для этого как раз. Поэтому плюс к этому сама система Flickr не только добавляет вам работы тех, кто вы подписаны, но она еще смотрит по тому, что вам интересно, добавляет в этом же стиле. Так же, как SoundCloud, да, старейшая система музыкальных, да, на базе ваших предпочтений предлагает вам музыку похожую. Да. Вы какие-то находите вещи, которые раньше всю жизнь искали. Опа-на. Так это работает. Вот такая интеллектуальная система нейросетей, она полезна для человека, потому что она позволяет ему найти то, на что у него ушли годы просто поиска. Так что просто довериться этой системе. А дальше, что будет, насколько получится реализовать то, что вы хотите, да, как написал Сергей, что снимать, чтобы легче продать, куда податься любителю фотографий. Это все вопросы. На самом деле в вопросах содержится ответ. Вот просто отнимаем, смотрим: снимать, продать любителю фотографий. Вот вам ответы все. Снимать, продать любителю фотографий. Что здесь лишнее? Как там, помните, раньше писали, да? Работу выполню быстро, недорого. Какой там вопрос? Третий вариант был: быстро, недорого, качественно. Выбирается только два всегда. Если качественно и недорого, тогда это быстро не может быть. Если это быстро и качественно, это не может быть дешево, недорого. Вот так это работает. Также во Фликере. Если вы видите, что вам что-то интересно, вы можете просто ничего не выкладывать. Есть аккаунты, кстати, пустые аккаунты, где нет фотографий. Но если вы увидите такой аккаунт, то у него там 20 тысяч подписчиков. Пустой аккаунт, 0 фотографий, и даже фейвов нет, он закрыт каким-то образом. В настройках все это можно сделать. Я рассказывал, какие настройки глубокие можно сделать. Как получать сообщения на почту, как отключиться от этого. Все это есть в моих видео. 20 тысяч подписчиков. Думаешь, ну блин, это какой-то орган оттуда с пирамиды сверху следит за вами, что вы делаете. Ответ очень простой. Это аккаунт сделан одной из галерей, которая продвигает авторов в арт-искусстве, ищет таланты и отслеживает, отсматривает их. Он может вообще ничего писать. Вы потом по статистике обнаружите, что ваша работа опубликована на таком-то сайте, в такой-то статье, вас упомянули, что-то написали и прикрепили ссылку. Вы понимаете, вы не можете это отследить, потому что если вы находитесь в сети, никакой конфиденциальности нет. Это миф абсолютно. С другой стороны, это дает вам возможности и рычаги такие, что вы даже не понимаете. Вам просто могут позвонить, как мне позвонили, сказали: вы такой-то, такой-то, то-то, то-то, вот то-то, то-то. Или написать там в другой сети вообще, там через как-то там найти тебя. Почему вот эти ссылки нужны? Можно ваши работы опубликовать в нашем каталоге акустических систем. Смотришь, да, действительно, владелец, там автор, инженер, пожалуйста. Ну, не смогли они найти талантливого фотографа, который бы так снял вот этот сложный лак. Ну, Иванович сказал: ну, берите, пожалуйста. Пишет человек, там, не могли бы вы, чтобы мой альбом как бы новый, вот ваша обложка была бы альбом. Да? Сказал: нет, я не хочу. Как я сказал:
Не хочу платить эти деньги. На самом деле, можно было сказать, конечно, давайте мне там, пришлите пару альбомов и без проблем делайте. Все начинается с чего-то. Но начинать нужно с того, что вы сделаете то, что людям понадобится это. Потому что я знаю, например, известных блогеров, которые вот они, смотришь их фотографии свадебные, я бы такое не хотел, чтобы у меня было, честно говоря, даже. Они продают очень много и очень за хорошие деньги. Но вам это не лежит, вам это не нравится, понимаете, а вам нравится совершенно другое. И вот Flickr дает вам возможность найти все, что бывает вот в современной фотографии, даже если вы смотрите OpenSea, даже если вы находитесь в Foundations, даже если у вас там есть продажи на NFT, даже если вы смотрите все, что Foundations выкладывает, смотрите другие топовые продажи, там, десятки тысяч долларов работы, да, я о них рассказывал в видео, но вы не знаете, где ваша ниша и где у вас зайдет. То есть вы не можете сказать, где это получится. Поэтому даже те фотографы, которые я точно знаю, я буду здесь, вот я буду через 10 лет буду в этой нише, я все там буду снимать и все. А потом все бросил и стал продавать курсы. То есть, вот это невозможно никак предугадать, что получится, а что не получится. Абсолютно никак. От слова абсолютно никак. Поэтому единственное, что вы можете сделать, это всегда, чем мы можем сделать, это выбор сделать. Каждую секунду, каждое мгновение делать какой-то выбор. Отвечать на комментарии, не отвечать, заблокировать. Написать что-то, взять камеру, сейчас пойти и поснимать унылое говно, как говорится. То есть вот такой вариант. Но это унылое говно может так зайти, что потом смотришь, ёпарасоте. А что я раньше это унылое говно-то не ходил, не снимал? Вот смотришь, Петросяна, знаете, фотограф? Посмотрите его работу. Посмотрите, что снимал Картье-Бresson. Но мне не нравится то, что Картье-Бresson снимал. Его все обсуждают, потому что Картье-Бresson сделал шаг в сторону, он стал делать по-другому. Ансель Адамс. Все там гений пейзажной фотографии. Он открыл пейзажную фотографию, все американцы на него молятся. Да ничего он не открыл, ребят. Посмотрите про Скудина-Горский, который там до 100 лет до него снимал. Там все гораздо круче было. Но есть какие-то продвигаются авторы. Да? Мне нравится, например, то, что делает сейчас фотограф, который велосипедисток сейчас снимает. Да? Жак Коэн, 150 тысяч подписчиков во Флике, топовый. У него фотографии черно-белые, которые он, подняли его, там, сделали 3 года лучшим фотографом Европы и Flickr, они совершенно отличаются от того, что он сейчас делает. Но он этот этап прошел, он новое начинает делать. Понимаете, что делать? Потому что он там уже все сделал, все, что мог. Вот так и здесь. Если погрязать в одном жанре, то ты просто с ума сойдешь. У тебя мозг взорвется. Потому что невозможно одно и то же все каждый день делать. Это превращается в рутину. А на какой из советских объективов снимали и больше понравился? Да, я рассказывал, что у меня был опыт и объектив сменах. Это Гелиосы, конечно. У меня до сих пор, кстати, лежат, кому интересно, целый ящик. У меня было очень много. F92, легендарный Ламо. Это 92 фокус, двойка. Очень острый объектив от проектора. Вообще снимал разными. Индустарами снимал. Кто хает Индустар, посмотрите, «Чайка» – такой аппарат в честь космонавтки нашей Терешковой. «Чайка» вторая. Меня даже покупали в Штаты, по-моему, это объектив. На резьбе маленький, 63-й, 69-й Тесар. На самом деле волна хороший объектив. То вот эти рубинары ужасные все это. Жуть абсолютная. То есть то гораздо лучше. Если говорить недавно, вот мы с Павлом покупали, помните, самый дорогой объектив советский, который был за 450 рублей он продавался, это «Гранит». Я про него видео записывал, посмотрите ролики. Он сейчас у Павла это единственный панкратический объектив с переменным фокусным расстоянием в Советском Союзе. 450 рублей, понимаете, что это такое, да? Мотоцикл большой. Это самый дорогой объектив, который выпускал. Мото дешевле стоил, даже 1000. Поэтому это самый дорогой. Так что вот. Так, я сейчас на минутку отойду, загашу, я никуда не пропал. Здесь сейчас появлюсь. Или давайте я вам покажу. Покажу что-то. Мне надо
Мне надо отойти чуть-чуть. А вот и я. А вот и я. Вот и я. Так. По поводу объективов. Могу от себя сказать так, что единственное, на что стоит тратить деньги в фотографии, это объективы. Даже когда камеры пропадут, спрос объективы не пропадет. В первую очередь это касается старых объективов, латунных объективов 19 века, 20 века. Все редкие объективы. И, кстати, лоты аукциона Leica, лоты аукциона Sotheby's, одни из самых дорогих по технике, это объективы редкие. Я записывал тогда, рассказывал, 600, в прошлом году за 600 тысяч фунтов один объектив был продан Leica. До сих пор находят объективы очень редкие выпуска, специальные серии. Недавно на Авито видел объективы, которые вообще никогда не встречал, даже советские, для аэросъемок. Несколько лет назад рассказывал, насовские объективы такие, метровые, выставлены были на eBay. Тоже там, по-моему, за 20 тысяч баксов ушел. Ну, я думаю, что он там сотни сейчас стоит, которым снимали там Луну, там еще что-то. То есть всякие... Оптика на самом деле никуда не девается. То есть есть кастомная оптика. Недавно, да даже на Авито зайдите, посмотрите, сейчас там очень много интересных, из-за того, что людям нечего кушать, они выкладывают какие-то очень редкие вещи. Поэтому оптика будет всегда востребована. Даже если появятся смартфоны, то все равно под эти объективы будут делать какие-то специальные штуки. Я рассказывал о тенденциях, когда из пленочной камеры можно цифровую сделать. Есть такие работы тоже и в Штатах, и в Европе. Спасибо. На Сигме не ширик. Сигма DP серия, если говорить о той, которой я пользуюсь, Виктор, которым пользуется Сергей и другие люди, существует 3 вариантов DP-версии на Мирил с идентичными матрицами в 3 слоях по 14 мегапикселей. Это DP3, который у меня эквивалент 75, это DP2, который эквивалент 50, и DP1 эквивалент 28. Поэтому все 3 версии есть. Просто вы знаете, что я сторонник камер с несменными объективами, и это неспроста. У меня были камеры со сменными объективами, и я для фотосъемки не считаю необходимым покупать камеры со сменными объективами. Лучше взять несколько камер. В случае, если вам нужно несколько, вот, например, у Виктора, по-моему, 2 и 3, некоторые покупают всю серию 1, 2, 3. Сейчас это сложнее, потому что единичка самая дефицитная. Кватро 0 очень хорошая, с большим углом тоже, если говорить по Сигме. Поэтому широкоугольники есть. Ну вот по поводу широкоугольников у меня отдельное отношение. Ну вот сейчас современные китайские производители делают очень хорошие широкоугольники. Вот этот Ирикс, который Павел записывали, мы с ним видео, конечно, великолепно снимает. Недорого, по-моему, там в районе 1000 баксов.
потом вот эти астериксы, как они называются, аристаны, еще какие-то. Сейчас с шириками стало гораздо проще. Появились действительно, благодаря математике, появились очень высокого качества широкоугольные объективы, если вам нравится широкоугольниками пользоваться. Пейзажной фотографии, да, он применим, и в других, в интерьерной съемке он незаменим абсолютно, да. Но что касается интерьерной, я бы, конечно, и архитектурной обратил внимание на то, что мне всегда нравилось, это, конечно, tilt-shift, оптика. Ну, не обязательно покупать там форматную камеру, хотя в идеале, конечно, это так сделать. Присобачить к старому Синару задник какой-нибудь Sony там или Canon и получить гораздо более высокого уровня съемку. Есть такие опыты, я рассказывал про человека, который в Европе делает, в Америке такие штуки, даже видео снимает на такие системы. Но вот мое мнение, самое качественное, конечно, таким образом. То есть это объективы бесподвижных линз, но при этом tilt-shift полная свобода, то есть можно делать любую глубину, это для интерьера важно очень, делать геометрию абсолютно правильную, с большим углом, с очень большим углом. Ну, сейчас есть tilt-shift объективы серийные, там, и Canon, но они просто по одной модели все выпускают, поэтому ограничения. Или tilt-shift насадки, чтобы можно было двигать в двух плоскостях. Поэтому, что касается оптики, тут сам каждый выбирает для себя свое. Сейчас много уже роликов и много фотографов, которые так или иначе используют старые не только советские объективы, но и довоенные. Мне сейчас много выходит, предлагается роликов, где люди снимают видео на 19 века объектива. Я уже об этом рассказывал еще там 2 года назад, что есть там люди, которые видел. Тогда еще это будет направление развиваться абсолютно, потому что картинка этих объективов совершенно невероятна. Абсолютно. То есть не только фотографии, но и видео. Другая система, это не плоское поле, то есть вот это все увлечение плоским полем, равномерным по всему краю, это на самом деле тупиковая абсолютно штука. Сейчас iPhone это делает там, в автоматике лучше любого самого дорогого объектива. Поэтому все это достраивается. Нет смысла такое делать. Плюс убивается самое главное, то, что о том, что Савельев говорил. Я запомнил его фразу, когда он говорит, что вот современные объективы рисуют рожи, а хороший объектив дорогой, действительно качественный, он рисует лица. И портретисты, кто снимает портреты, я думаю, что если действительно снимают настоящий портрет, они понимают, о чем я говорю. Я тоже с этим сталкивался, и те портреты, которые, например, я на рефлекс сделал с 3 линзами Кука, да, но, честно говоря, его хочется смотреть до сих пор. Он есть у меня во фликере, можете посмотреть. Это мой хороший знакомый Олег. Он, кстати, делает из кожи изделия кастомные сумки в Питере. Совершенно невероятные сумки. Женские, мужские, кошельки всякие. Я его все уговаривал, чтобы он сделали фотосумку или какой-то аксессуар, чехол для фотоаппарата. Ну, я думаю, что к этому придет. Поэтому это все вручную, поэтому также эти линзы, это все вручную. Массовое производство линз, к сожалению, оно не дает возможность сделать что-то. Исключение составляет Sigma компания. И чем мне нравится то, что делает ее президент, сын основателя, то, что он также любит эти старые объективы, то, что он в своей линейке выпускает один из немногих в мире классические объективы без просветления для кино и Оскары, которые получил Маверик, ну, тут новый с Томом Крузом, да, Топ Ган. Посмотрите, чем снят. Я об этом рассказывал. Там снимали самые сложные сцены в кабине, самые сложные при очень сложном свете, снято такими классическими объективами. Это очень дорогие объективы, кастомные. Насколько я помню, по-моему, от 6 тысяч $1000 начинается только объектив. А кастомный, соответственно, там может 15-20 тысяч стоить. Тем не менее, вот эта оптика без просветления, которая рассчитана, но при этом она имеет совершенно другие характеристики именно пространственные. То есть чем обладает старые астигматы или монокли те же самые. Ну, люди там в крайне приходят к моноклям, одна линза, да, или просто пинхол, да, дырка. Точное геометрическое отверстие, которое уже к размеру приходит к длиной волны, опять-таки мы к волнам приходим, да, к частотам. То есть когда вы уже близки к этому, начинают волновые процессы. И свет искажается просто из-за отверстия. Происходит линза. Ну, пинхолы, вы знаете, кто смотрел мои фотографии вот на там, холодильнике, раз в год у меня солнце отражается там, в 100 метрах от одного стекла, попадает сюда, проходит через
тюль, и рисунок тюля отображается здесь, там или на стене там 6 метров. Я сделал, они, кстати, в Explorer даже одна у меня работа такая была сделана. Это на самом деле вот камера обскура с огромным фокусным расстоянием, там больше 100 метров, дает четкий рисунок, очень красивый, живой абсолютно, и черно-белый, конечно, тень и свет. Играет с тени света, фотография – это про свет. Фотографос, рисую светом. Поэтому, что касается оптики, ну, здесь оно будет в любом случае развиваться, и технологии оптические тоже развиваются. Я рассказывал про атомарную эту оптику, которая вот сейчас в этих смартфонах во всех будет напихана без ограничения разрешения. Поэтому все эти гигапиксели – это все такой, знаете, отрезок, там, вот если взять там начало цифровой эры фотографий, там, первый, по-моему, для космоса были сделаны в 70-х, да, в конце. Потом это массовое производство, первый фотоаппарат, я о нем тоже рассказывал, как компания Kodak, да, инженер сделал, а Kodak сказал, нафиг не надо все. Потом произошло трехслойное, потом появились вот эти уже массовые производства компактных, сначала на CCD, начало 2000-х, ну и потом вышли уже к МОСы, 2004, по-моему, 2005 год. И началось это ужасное качество шумов, отсутствие видео, ну и все подобное. Наоборот, улучшилось видео, улучшилась фотография. Поэтому все это динамично развивается. Поэтому вот эти отрезки 10-20 лет, оно через 20 лет люди забудут. Какие нафиг эти мегапиксели? Вы что там, дураки что ли совсем? Гигапиксели уже давно. Уже 5 гигапикселей – это мусор. Гигапиксельные фотографии уже продаются, кстати, в интернете. Или если говорить о глубине, там какие 14 этих динамических диапазонов, 14 стопов? Вы что там, какие 14? Мы уже лезем в инфракрасный, в ультрафиолетовый, там уже 30 стопов и все. Мы снимаем там все, что угодно, там галактики сами снимаем с фотоаппаратов. Поэтому вот о чем речь. Поэтому не зацикливайтесь, делайте то, что вот инструмент вам доступен, используйте его. Если нет такого инструмента, ищите его, да, пытайтесь найти. Поэтому я думаю, что на сегодня, наверное, хватит. У нас там по времени почти 3 часа, да, ну давайте до 3 часов сейчас доведу. Я вам дам рекомендации, домашнее задание. Кто не попробовал Flickr, попробуйте. Кто боится, выпейте для смелости чего-нибудь, попробуйте сделать. Кто хочет поддержать канал Фавионыча, ссылка на донаты есть. Есть и крипта, там все что угодно в описании канала. Кто хочет продолжать вместе идти с Фавионычем, есть телега на всякий случай, телеграм. Если кто-то будет в Питере, попадет, пишите в телегу, обязательно встретимся, что-нибудь придумаем вместе. Если у кого-то есть вопросы по Питеру, по туризму, по вообще что посмотреть, какие-то интересные места, ну не то, что показывают во всех этих журналах там или в интернетах, да, а действительно необычные места Питера. Мы это знаем все, поэтому есть куда сходить. То, что еще не разрушено пока, я имею в виду. Или то, что не замазано. Как что недавно снимал видео, пришел на загородный, все дома замазаны внутри, все дворы красивые внутренние, все закрашено, ничего нет. Так что вот. Ну, мы знаем, что есть, что нет. Поэтому, ну, у кого вопросы по Фавиону, вы знаете, куда идти. Сейчас, к счастью, после сколько там, нескольких лет работы, сейчас в любой стране мира на любом языке забьете Фавион и получите ссылку на мой канал. Слава богу, это наконец произошло. Но Фавионом мир не ограничен. Кому-то сапог Canon, кому-то Nikon, кому-то Fuji. Кто-то считает, что детский сад собирает или хочет купить Phase One, она же Mamiya, она же Sinar, можно так сказать. Кто-то говорит, что нет, только пленка, только фильм, все остальное это от лукавого. Тоже соглашусь, поэтому сегодня начали выпуск сегодня с зоркого. Так что вот, друзья, желаю вам зоркости во всем, что вы делаете, зоркости. Зорко смотреть, внимательно. И увидимся, друзья. У меня сегодня, видите, такой не ОБСный стрим. Никаких я вам вставок, никаких там фликеров. По старинке все показывал. На говорящую голову 3 часа посмотрели почти. Я благодарю вас за это, благодарю за комментарии. Кто, конечно, будет какие-то, еще раз повторюсь, вопросы именно по любой теме, Питер и прочее, что сейчас происходит.
Ну, кому скучно, посмотрите мой плейлист сказки. Там не просто русские народные, там как раз не русские народные сказки, но в них очень много интересных секретов, в том числе и для фотографа. Я их разбирал. Ну, для тех, кто еще не знает канал Файоныч, вы можете посмотреть, начать с шортсов. Я заново сделал себе лист шортсов, ну, сам выпадает. Какие-то анонсы моих тестов, предтестов или чего-то там по ходу в сжатом виде это будет в шортсах, потому что понятно, что у всех времени мало, все время сжимается, все компактифицируется, но пока еще не коллапсируется, слава богу. Поэтому, надеюсь, до коллапса дело не дойдет. Еще раз спасибо вам, друзья, за то, что поддерживаете, за то, что смотрите, пишете, что-то даже кто-то мне помогает, присылает технику, или куда-то я еду, предоставляю. Поэтому всем спасибо, друзья. Надеюсь, что дальше будет все интереснее гораздо. Ну, а с вами был Файоныч. Сегодня маленького Файоныча, он сегодня отдыхает. Просто спит. Так что вот, желаю вам хороших кадров и светосилы, друзья. С вами был Файоныч. Пока.